Аюлру, машол, масо, тан, танлеру, тема иллюзия выбора. Хождение чеченского общества от одной подрусской политической платформы к другой, думая, что выходит из системы, это просто хождение по мукам в пространстве одной матрицы. Так, вот по этой теме, скажем, разъяснение идет, Халх Чарльз тоже как бы источник, да, тоже поподробнее прокомментировать прочитанные темы. Тема интересная. Тема о том, как Кремль, ФСБ, вот этих наших молодых людей, особенно молодых людей, желающих перемен, желающих противостоять вот этой оккупационной системе, как Кремль направляет их энергию, их эмоции, использует в своих целях, в своих интересах и направляет их в нужное для себя вот это ФСБшное имперское русло. Кремль создает искусственно оппозиционные группы, то есть создал вот этого тирана искусственно, да, нашего так называемого Кадырова Рамзана Ахматовича, и ему создает оппозицию в виде там Закаевых, Джамбулат Сулеймановых, там около 10-11 ячеек наберется лагерей. И молодежь, желающая вот как-то направить куда-то вот свой гнев, примкнуть к какому-то движению, сопротивлению, да, хотя бы просто как вот в интернете хотя бы что-то делать, да, как-то помогать, не знаю, хоть информацией, что-то делать. Они начинают искать вот эти силы оппозиционные и примыкают, например, смотрят Закаев ему не нравится, да, вот он идет к Тумсу Абдурахман, Тумсу не нравится, идет и Джамбулат Сулейман. И так они конвейерно, вот эта вся молодежь ходит по группам, по вот этим вот, которых я перечислил, не понимая, что они также остаются в системе, что это часть вот этой вот оккупационной стратегии русской, что они также остаются в матрице. И они как знаете, вот как мотыльки, которые летят на свет и сгорают. Или как рыбки, вот маленькие рыбки, которые плывут и попадают в вот эти расставленные сети, капканы. То есть в итоге они или уже на них сделали результат, или на них в будущем рассчитывает Россия сделать результат. Каждый, вот на каждом, кто устанавливает этот шариат. Закаевцы, Джамбулат Сулеймановцы и так далее. Поэтому у молодежи есть иллюзия такая, когда она примыкает, например, к Закаеву или кому-то еще, он в душе думает, все, я вот вышел против системы, я теперь против системы, я борюсь с ней, не понимая, вот, что ему стоило бы быть более осмотрительным, лучше проанализировать ситуацию, политическую ситуацию, понять, а действительно ли он вышел из этой системы, или он остался в этой системе. Вот. И получается в такой ситуации, когда вот этой осмотрительности нет у нашей молодежи, и она становится этой легкой добычей для Кремля, который, как я уже сказал, или сделал результат, или скоро сделает вот этот результат на вот этих вот молодых людях, которые, вот я как до этого повторил, да, вот это бурлит негодование, они клюют на эту оппозиционную, воинственную риторику и думают, вот все, вот Закаев не нравится, Джамбулат Сулейманов не нравится, и примыкают к ним, не понимая, что их мотивы, их цели, они не ясны, они не благонамерены, то есть есть такое выражение, не все золото, что блестит. Лучше посмотрите, если человек против Кадырова что-то говорит или против Путина что-то говорит, не делайте из него там сразу великого героя. Посмотрите на его цель конечную. Выгодна ли она, его идея, его идеология, которую он предлагает, выгодна ли она чеченскому народу? Выгодна ли она русским? Выгодна ли она Кремлю? Закаев, как бы он там красиво не приукрашивал, это зефирно-мармеладный шариат. Русские в любом случае нас переиграют. В любом случае. Муса Ламаев, который сидит там у Ходорковского постоянно на Ходорковский лайф. Все эти люди это часть одной системы, часть одной матрицы.
И молодежь должна это понимать, молодежи надо вот этот момент разъяснять. Как вот просто задумайтесь, один вопрос себе задайте. Вот тот раз я Ломаев задавал этот вопрос, почему ты выступаешь у Ходорковского? Я использую площадку, типа, вот как бы в своих выгод, в своих целях. Да, ты используешь площадку, но вопрос в том, почему тебе Ходорковский дает использовать площадку? Просто молодежь, немного задумайтесь над этим вопросом. Почему хорошие русские так любят этих вот наших шариачков? Почему Ходорковский дает площадку Мусе Ломаеву? На этот вопрос сами себе ответьте. Вот, в общем, с этого можно начать. Кстати, я уже этот пример приводил. Еще раз хотел бы его привести как метафору. Очень сильный пример для чеченцев. Он вообще подходит идеально. Это песня из слова из песни Владимира Высоцкого. Как раз песня это про борьбу против системы, про борьбу за свободу. Называется «Охота на волков». Во время охоты на волков применяют такую тактику охотники. Она называется тактика красных флажков. То есть по какому-то периметру протягивают красные флажки, просто веревки, да, на них красные флажки. Загоняют в этот периметр волков, по этому периметру волков гоняют и загоняют в какое-то определенное место, где их отстреливают и убивают охотники. И вот в этой песне есть такие слова «волк-вожак». Волк обращается к вожаку, он говорит, почему мы не пробуем пройти через запрет? Наши челюсти, наши ноги быстры. Почему мы мчимся так обреченно на выстрел? Почему мы умираем? Он ему говорит, спрашивает у вожака. И этот волк, он выбегает за эти красные флажки и обретает свободу, оставляя за спиной изумленных охотников. Вот в этой песне такие слова. И вот Россия, вот просто немного задумайтесь, Россия против чеченского народа применяет эту тактику красных флажков. И вот эти все Идиговы, Ахьяд Идигов, Закаев, Сулейманов, Тумсо и все остальные, они выполняют роль капканов. Это все расставленные капканы. Если вы сегодня там примкнули к Тумсу Абдурахману и против всех остальных, не думайте, что вы вышли против системы. Вы в этой же системе. Вы в орбите влияния России, вы в зоне их досягаемости. Завтра вас рано или поздно прихлопнут русские. Понимаете, если вы хотите выйти вот из этой матрицы, из этой русской орбиты влияния, вы должны вернуться к Конституции 92 года. Это и есть выход за эти красные флажки. Выход из матрицы. Этот запрет называется шариат, который нам русские навязали. Вот не выходить. И мы бегаем, мчимся туда-сюда. И в итоге нас русские просто как зверей расстреливают и убивают. На кону сегодня стоят судьбы наших людей, наших чеченцев, женщин, стариков, детей наших. Свои амбиции убирайте на задний фон, на задний план и думайте об этом. Сегодня наши дискуссии на самом-то деле должны закончиться просто на одном вопросе. Какова теоретическая вероятность, в каком случае теоретическая вероятность выше того, когда в каком случае больше могут нас признать, да, теоретическая вероятность выше, в каком случае, если мы будем строить государство на основе Конституции 92 года, то есть светское, демократическое государство, либо если мы будем строить шариатское, исламское государство. Если ответ, что выше вероятность, если мы будем строить светское государство, то на этом, если вы думаете о интересах чеченского народа, если вы думаете о безопасности чеченского народа, то на этом все должны были быть наши дискуссии прекращены, споры наши должны быть на этом прекращены. Но вы сначала для себя вот подогнали, сначала взяли для себя вот за основу вот этот вот шариат и пытаетесь под него там подогнать какие-то доводы, какие-то аргументы, за уши притягивать. Нет, вы сами это часто признаете, что да, вот светское государство при этом вероятность намного выше. Вот тогда все должны быть вопросы отпасть. Вы не имеете права играть судьбой чеченского народа. И никто не имеет права играть. Все, в принципе. На этом можно закончить. Мне передаю слово Ибрагим и Мурат. Баркал, дик вступление. Ну, в принципе, все правильно.
Можно добавить? Прокомментировано. Ну ладно, да, сразу выставлю. Если кто-то правду ищет, если забот что лилош вала телевизор, чуаха интернет, чуаха бот лекару, чуа халдушум, хаз хамелж, деш так, чуа там внушительно видео, шкидош наш шорт бу политическом смысле бот лекару, что так гола нахила садюш, цар дю чуню каца хаз дешнуш садюш, так цар багар самудрости ла садюш. Просто дюнет айолшил пример шия, дюнет шорт пример шмей дик ашупа чалкашу, так катига айдус моду, более справедливую власть мечаю, так адам бакосов мечаю, химичаду, вот отсум штя вахчане так коч нишунде. Виште халқасы элер санафиря, из хоква бах, из массана хитнесет, кшвицансет, ковчег был крупный чара, следующий более мелкий чухалот, юцунчек был, крикбе более мелкий чухалот, от юкар валач ваатса, духу, тундели, просто ладух болчан, хант яхут турварти, яхин сокон зрадza чровацди, схуллер шут яхват везбог, и да, дакна, одуна давил, что пример шлах ез, жад бот деглох фолстег. От примерен так вот вешу это. Совалаш. Да, да. И симулякры, это специально созданные симулякры. Вот мы в этом полностью как бы убеждены в том, что за этим всем стоит как бы русская рука. Другой вопрос, каждый вот этот симулятор, он умышленный или он является просто полезным идиотом, или его склоняют в той или иной степени вот, к тому, к той деятельности политической, там, скажем, деятельности политического ислама. И поэтому, ну, в любом случае, за этим всем интерес России, русских. Вот просто представьте сами, как бы вот Россия могли бы они вот против нас что-то вообще противопоставить, там в правовом плане или в плане там, международного права вообще. Вот когда изначально чеченский народ стоит на позициях независимости, государственности, демократии, как мы вот в своей конституции это приняли, как наш народ, когда самоопределился, как он принял вот этот путь. Могла бы Россия там в глазах всего мира бороться против государства, пытаться его оккупировать, ну, прям вот так, лобовую, да, и говорить, заявлять, что они хотят просто нас там поработить, захватить, к себе присоединить, сделать нас своей частью. То есть открыто вот такими методами никто не действует из вот этих вот имперцев, из вот этих вообще, ну, в любом случае, в современной истории, да, там вот эти всякие имперскими амбициями, с имперскими замашками, вот эти войны, которые проводились, там как бы вот эта вот суть, именно интерес, да, который, ну, который они проводили, да, вот они его как есть, никто как бы не объявляет. И также русские, вот когда на нас нападают, они не объявляют, но для того, чтобы оправдать свое нападение, чтобы свое внутреннее вот это вот общество, его настроить, чтобы оно готово было жертвовать, платить налоги, страдать за это. То есть его, чтобы полностью подготовить, а также внешний вот этот вот мир, им надо постоянно было вот подлецам, которые в авангарде вот этого всего стоят, им надо какую-то придумать легенду, то есть что они борются с какой-то вот этой, с каким-то злом. Вот сейчас, например, если Украину взять, там они как бы с нацистами борются. В нашем случае они боролись с сепаратистами, там еле-еле высосали из пальца. И в итоге они вот это все доработали, подкорректировали и начали уже как бы бороться с исламизмом. Потом уже с международным исламским терроризмом.
И вот это вот, как бы их в нашей среде, вот эти симулякры, которые они создали, и кто-то может, опять-таки, мы повторяемся, да, вот, например, у нас был такой политический деятель, тоже военный, э, являлся исполняющим обязанности президента Садулаев Халим. Вот он как-то тоже нормальный парень, который был подвергнут, к сожалению, вот идеологии вот этого русского международного исламского терроризма, его же политического ислама. И он как-то вот высказывается где-то в своем аудиообращении, и просто он неправильно адресовывает. Вот его цитата, да, я бы ее хотел использовать, потому что он в своем обращении говорил там, что типа он хочет провозгласить, ну, или там вот это вот какое-то их движение, да, религиозное, ну, вооруженное сопротивление хочет в будущем, то есть идет к тому, чтобы провозгласить вот этот Эмират, Кавказ, русский проект, кстати. И он там объясняет, что в мире создавшаяся система – это как бы вот картежники, шулеры. Ты, если в нее вступишь, то ты проиграешь. Как бы там уже все захвачено, схвачено, каждый знает, короче, вот, уже все наиграно, подыграно, заточено якобы. Но на самом деле, к сожалению, вот этот Садулаев, он был сам как бы обведен вокруг пальца, потому что я вообще не считаю его там каким-то там, я не знаю, врагом нашего народа или умышленным злодеем каким-то, да, который хотел нас ввергнуть там, вот как удугов, да, в какие-то вот эти рамки исламизма, в рамки вот этого, ну, подыгрывая, да, там, русским в их проекте международный исламский терроризм. А Садулаев, он был просто, ну, одурачен, скорее всего, вот этим вот делом. Да, да, حيدوش да, دي Лазо Хоббл Дойсон, اس دبا دون كنا يلا دوي قوم واستل باترش بتشالق мост خبر. да, согласен. То есть не враг народа был, а враг государства. Опять-таки неумышленно. И вот Стадулаев, вот это то, что он высказывал, это, кстати, не его идея, я уверен, а вот эти подкинутые всякими вот этими идеологами, да. И вот это вот именно то, что он высказывал цитату, она как раз-таки, она 100% применима. Она применима вот именно к вот этим идеологиям, которые на протяжении 1500 лет, в которой существуют свои уже шулеры, свои какие-то вот эти ублюдки, которые за всем этим стоят, которые используют там целые народы, там и чувства людей, чувства верующих. И тот, кто вошел вот в эту систему, да, вот этих религиозных идеологий, ну, которые политизированы по своей сути, он сразу там будет ну, в проигрыше. То есть оттуда нету никакого выигрыша, ты никогда не победишь у этих шулеров, потому что у них все там расписано, прописано, правила. Только какая-то демократическая среда имеет право выбора, где народ не боится думать, не боится высказывать свое мнение, не боится дать оценку ситуации, да, там, вот этот такфир сделает, там, какой-то пузик такфир сделает, какой-то там шмир, там, в бороде, там, управляемый неизвестно кем, да, там. То есть не боясь вот этих вот всяких вот там, мулов, не мулов, вот это вот, как бы их помягче от них отозваться, ладно, не буду я грубить. То есть человек свободный, только свободный человек, он будет правильные решения принимать, уже основываясь на происходящее, то есть делая выводы трезвые, да, там не какие-то идеологические, там,
умозаключения, которые вот эти шулеры уже сделали, прописали, выставили тебе рамки, из которых ты не можешь выйти. Вот в такой вот ситуации нас сегодня, вот как Чарльз говорил, вот этими красными флажками туда нас загнали. И вот именно то, что Абдул-Халим неправильно, то, что он высказал, это очень четкая цитата, но она именно на 100% она подходит именно вот этим вот идеологам, вот этим, которые орудуют сегодня в исламском мире, которые сегодня вот эти вот страны, в частности Русская Федерация, да, взяла на вооружение и там вот это дорабатывает в своих каких-то там институтах, Лубянке и так далее, и вместе с вот этим вот продажным Ближним Востоком, арабским, вот, которым вот эти вот шулеры уже там веками имеют огромный опыт, вместе разрабатывают это дело и за какие-то там свои блага, да, там, выбивая друг у друга какую-то пользу, там, в экономическом плане, там, и так далее, в личном обогащении. Вот они применяют вот эту вот деятельность на нас. Есть ли микрофон на ходу? Ага, Хыл, Ибрагим, Дерес Хыл. Я бы хотела дополнить сказанное Чарльзом Ибрагимом. В общем, свобода выбора не может быть у отдельного человека или у народа в целом, который находится в колониальной удавке. Мы же находимся под удавкой России. Со времен поражения кавказцев в Первой русско-кавказской войне XIX века мы все кавказцы и особенно чеченцы находимся в системе тотальной экономической, политической, культурной и даже религиозной несвободы. Это уникальная российская несвобода систематизировалась со времен Петра I. 400 лет мы, чеченцы, почти в одиночку сопротивляемся этой системе. Наш генетический потенциал подпитывает нас на это сопротивление, на сохранение своей национальной, за сохранение своей национальной идентичности. А вот эти мозговые центры тоталитарной российской системы изобретали все новые и новые способы растления чеченцев. Нам придумывали новые религии в рамках ислама, подменяли культурные ценности, откровенно фальсифицировали нашу историю. Вот если в откровенном подавлении чеченцев русские не имели особых успехов, то в всех остальных формах растления народа успехи были. Особенно эффективным способом подрыва чеченцев изнутри была и остается религиозная сфера. Вот внедряя эти религиозные секты, даже не предусмотренные в Коране, имел особый успех испокон веков. С помощью этих внедренных уставов в наш народ отрешали от мирских проблем. Эти уставы, внедренные спецслужбами России, помогали спецслужбам контролировать население. Особо рьяные эти уставы занимались выискиванием чеченских бунтарей и составляли эти списки для жандармской охранки царской России, а затем ГПУ и КГБ Советской России. Таким образом, выборочно лучшие представители чеченского народа и сеяли в массы настроение безысходности. Вот то же самое происходит сегодня, когда требуется единение народа, как никогда раньше. Мы же должны объединяться. Чеченцам надо вписаться в цивилизованный мир, чтобы выжить как вид. Это же ясно всем. И вот тут именно запускается против нас эта стоглавая ядовитая гидра, уводящая народ от истинных, насущных целей. Молодежь нашу отрешают от просвещения, агитируют в джихад, в ИГИЛе против украинской свободы.
забивая как скот десятками тысяч. Даже внешность нашу формируют отвратительную. Эти безобразные бороды на молодых лицах наших парней, эти бедуинские хиджабы на девушках уже стали клеймом на чеченцах. То откровенно, то тихой сапой проталкивают в народ идеи построения в Ичкерии шариатского государства. Особенно гнусную роль в этой античеченской смертельной диверсии играют наши отцы народа, прикрывающиеся демократическими словами для обмана Запада. Преуспели в этом Закаев с Идиговым. Они попытались нанести удар по нашей демократической конституции, вписав туда мракобесные статьи о шариатском государстве. Это диверсия против народа. И это надо разоблачать вовремя. Вот все они, несмотря на их кажущуюся разобщенность, выполняют одну и ту же задачу. Помогают Российской империи развязать третью войну в Ичкерии. Мы не должны этого допустить. Чеченцы обескровлены в 2 войнах. Чеченцы устали. Нам надо жить, а не воевать. Жить в мире и в рамках цивилизованного мира. Поэтому все сейчас подключаемся и дружно, не перебивая друг друга, как под бычьим, уважая друг друга, дополняем друг друга и беседуем, так мирно беседуем между собой. Саелищем, кто-нибудь еще хочет что-нибудь сказать? Ну, в принципе, можно микрофон в свободное плавание пустить. Кто хочет по теме высказаться, дополнить или свое какое-то видение там высказать. Пожалуйста. Ладно, пока все молчат, я чуть-чуть тоже выскажусь. Вот, например, когда я вот включился здесь, в Европе, будущее политическое дело, скажем так, общественно-политическое дело, я вот со стороны тоже, как и наши там соотечественники, многие, смотрел на вот этих вот, которых мы по интернету видим, вот эти там якобы там общественно-политические деятели, и тоже был одурачен, да, вот поэтому мы и других хотим как бы как говорится, предупрежден, там, вооружен, или как это правильно высказать. То есть уже на своем опыте, на своей практике других предупредить, так. И вот это, когда, в частности, там, к Закаеву примкнул, считая, что его вот эта команда, это государственники, там, демократы, люди, занимающиеся политикой, вроде светские люди, да, там, потому что я сам, будучи уже во время военного сопротивления, как бы вот затянут, да, вот в эти религиозные игры, через вот эти религиозные приемы. То есть я вышел вообще на вот этот путь, там, вооруженный путь сопротивления именно против вот этого русского образования, которое к нам идет, нас уничтожать, которое уже там многих уничтожило, там и моих близких, и то же самое пришло делать над нашим народом в целом. И тут вот эти вот, которые матрица, да, вот эти симулякры, которые капканы понаставлены, вот в такой капкан джамааты, короче, я туда попал, как и многие наши другие соотечественники. Хотя вот эти идеологи, да, которые создавали создание и сегодня являются вербовщиками, они первыми рассасываются
в такой какой-то опасной ситуации, что вот и у нас произошло, как война началась, как русские уже вторглись, когда они вот эту основную работу для русских провели, и русские уже вторглись, как бы эти рассосались. И вот, короче, я бы вот так вот попал тоже. Может, не вообще не окончательно, да, там, ну, частично я был вот в этих сетях, и как бы куда-то затянут не в то вообще дело, в которое я вышел. Тут мне предлагают параллельно, потихоньку затягивая туда, там, давя на чувства, там, на, естественно, человек, который, как говорится, на войне там неверующих не бывает. Естественно, как вот человек, который в любую минуту, тем более в борьбе, да, и вот эти вот идеологи, они вот так вот как бы многих затягивали и затянули наших многих соотечественников, вот так, которые вообще вот в этих идеологиях никакого интереса у них не было. И, короче, в итоге, зная, да, потом уже осознав, во что я попал на определенном этапе, уже как бы зная, что стоит за этой идеологией, и вот видя, что вот здесь вот этой вот политической деятельностью какой-то занимаются, и уже осознавая, что только вот в таком русле, в русле там международного права, в русле, в рамках там общепринятого во всем мире, только так можно в этом мире сосуществовать с другими. Ну вот изначально, одним словом, как я вот вышел на этот путь, я опять к этому, осознав, что за этим политическим исламизмом, за вот этими идеологиями стоит, как бы втянулся вот в это движение, а которое оказалось вообще не тем, что оно из себя представляло. Да? И я сейчас не знаю, кто там какую должность занимал, там, Закаев, потом сзади него стоящий там Абдулла Артаханов. Я, кстати, этих людей упоминаю, чтобы они не оставались в стороне, потому что эти люди тоже, как и Закаев, являются идеологами там. И спрятаться за Закаевым и все скидывать на Закаева, это тоже неправильно. Надо со своими забралами всем выходить. И вот этому Алимпаше Салтыханову, и Абдулле Артаханову, и всем сзади вот этим стоящим Ахмадовым, Халимовым, которые прячутся там сзади и дирижируют оттуда и сзади. Я не знаю, может, он Закаев у них в плену, черт его знает. Может, они у него в плену, кто у них там главный или не главный, это неизвестно. Ну, вот эти вот люди там занимаются вот этим политическим исламом. И вот я не понимал вот эти какие-то приседания с вот этими откровенными строителями исламских государств. Эти-то хоть перед кефирами где-то в телевизоре представляли из себя какую-то светскую видимость, да? А тут явно вот эти Джамбулаты Сулеймановы и вот это вот откровенный ИГИЛ, да, там, строитель исламского государства, который там по шариату, по Корану и Сунне, те-то у себя в узком кругу по шариату, по Корану и Сунне, а эти там более откровенно, да? И зачем вот Закаев с ними приседания играет? Зачем он туда затягивает какую-то политическую, я не знаю, светскую часть общественности, которую затянул в свой вот этот клуб и использует, да, там вот этих людей в качестве, ну, скажем так, делая видимость из вот этой массовки, скажем так, да, вот их русским языком говорят, из таких интеллигенций якобы, да, и сзади сидящие вот эти мулы заправляют уже вот этим делом, и этих туда куда-то затягивают с джамбулатами на приседания, на какие-то круглые столы непонятные, да, потом то, что в Швеции в оконцовке они приняли по Корану и Сунне, и, то есть собрав вот этих всех джамааты, это всех политических исламистов, и то есть вот это вот все, чем здесь занимаются, и также Идигов чем занимается, да, Идигов сам, как мы знаем, вообще не факт, что он там верующий человек, может он атеист, там, я не знаю уже, может он мусульманин,
короче, возвеличивается религия, вообще как личность, Мухаммад Сабах, как личность к этому человеку нету претензий, но все претензии к тому, что эти люди по сегодняшний день дурачат наше общество, вот это суют им вот эти вот идеологии, да, там, что у нас куда-то в политику вот этих исламистов суют, там, сидят и их обводят вокруг пальца, говорят им, что у нас государственная религия ислам, говорят им, что у нас какие-то шариатские суды. То есть люди уже давно должны как бы вот отойти от этого, хотя бы испугавшись, да, что вот в мире преследуют везде ИГИЛ, эти люди их легализуют, как бы, да, легализуют, продолжают вот эту деятельность, то есть политического ислама, ну, как бы только, ну, давая за собой спрятаться, что ли, я не знаю, типа. Ну, в итоге все равно вот эти политические исламисты, они страдают, а эти, они, то есть те, кто их туда затаскивает, вот о ком мы говорим, вот эти на виду, которые люди, они, у них есть там своя какая-то защита, свой иммунитет, своя какая-то юридическая поддержка. Ну, они сами не говорят вещи, которые им навредят. И когда происходит вот с тем или иным там, политическим исламистом какие-то приключения происходят, и вот эти вот очень быстренько абстрагируются от всего этого и начинают как бы критиковать, осуждать ту или иную деятельность. Но по факту вот это вот эти все симулякры, они не дают нашему обществу, ну, как бы проснуться и взяться за наше дело, взяться за национальный интерес, взяться за самосознание, о котором мы говорим, то есть вернуться к своим истокам. Вот примерно что-то такое происходит. Поэтому, имея здесь уже кое-какой опыт, да, вот это сейчас говорить не хочется никому, да, это тоже нелегко сейчас вот эти вещи выговаривать, как бы брать на себя, что сделаешь, приходится жертвовать, да, ради вот нашего общества, заниматься вот этим общественным делом, выговаривать вот эти вещи, да, тут, как мы видим, тут заскакивают, нам такфиры делают, угрозы делают. Вот эти все угрозы, которые делаются, мы здесь предупреждали всех. Просто вот подстрекатели всех вот этих угроз, они будут нести ответственность. Другие, кого они там облапошат, или они, как обычно, будут страдать, эти люди. Ну, вот просто хочется предупредить, да, наше общество, что вот эти подстрекатели всяких вот этих угроз, которые здесь, вот эта сеть международного исламского терроризма, русского проекта, вот, она будет все равно, как бы в стороне никто не останется. Чтобы остаться в стороне и заниматься этой деятельностью, это просто так, короче, не получится, да? Ладно, микрофон, знакомый, да? Я уже задержался, что без того. Дигнал дождался. Гусника и масера. Дело, что Кир был там. Народ вообще в страхе сидит. Холода откроешь. Там, ну, хердуем просто, мы не знаем. Старшее поколение не говорили про всех, так как около догма было и арказил, вервож, эздар, яркадар, содик варсуватор, докса бож. Не все мы знаем, наверное, всегда так было, как сейчас. Ну что, смолодушничаем, да, ну, аматова. Хаму из эрду, луку, вож, эрду, сунах кирба, ладно, я понимаю, тут объяш, что нах, ахиришься под оккупацией в концлагере сидят. Это амбех были, да. Куара була, да. Шен хабя шукаму, дутхоя, сукаму, нюк, дутхоя, хабя, и заниматься, не говоря уже там, хотя бы не вредили бы, каман. Вот волчар, вредить мадага хотя бы, шашка, гума держал. Так вдобавок ко всему, вредить я ж могу, я ж араб дал.
полностью дискредитируют нацию. Приезжали, когда нормальными людьми приезжали все, говорили, что они светские люди. Это тебя к нашим разбить, баты, можешь, что мастер или это отдельная каста зеленых комиссаров, это однозначно. А челяхка нам еще шуниш. Это каста зеленых комиссаров сюда загнан. Все мастер или пользуясь их защитой, их демократией, пользуясь их же деньгами, подачками, на которые они существовали, существуют первое время. Потом, может, ФСБ им перечисляет деньги, я не знаю кто. Полностью рекламу вредить дашь, волнах, царах питшват. Ночью, да, целен. Там, бусул бна, тут хоэла, худушу, шма, я душ, да. Хажим, я бех халбизи, саг. Кус хадуаш, бусул бна, тут хоэла, ма ты дахкан, шо, ца. Ночью тут хоэла, хадахкан, мы чеченцы. Приехали сюда, и тут же заявляете, что им позитив, моя кеха, модельна кисан. Сонов чуваться, бусул бы оля, а махоуши, мачо, я душ нахал. Ночью, да, це що? Просто жаль, сюлиш армян, я аж сам. Корсар, они просто находятся в заблуждении. Их же Великая Империя вводит всех в заблуждение. И дик дубохш. Сейчас дик дубохш, ты ж мабуешь. Они все равно, я думаю, поймут. Которых ввели заблуждение, а есть, которые хотят заблуждения быть введенными. Ты знаешь, Корсар, это часть нашего характера. Нет у нас такого характера. У нормальных людей нет. Нет, у нас в наш характер входит, мы всегда защищаем таких немощных, слабых. И поэтому они считают, что они должны защитить этот дин, что его атакуют. Такую же создали атмосферу кругом, что этот дин атакуется. Цундер мадуцар или илуш. Цан шашудо мацаха. Они бы себя защитили. Какой дин? Сейчас защитить, да ты можешь был. Какой дин защищать? Удите. Пусть себя сначала защитят. Зачем из нас делать благородных рыцарей, которые боятся, кроме как угрожать демократам, они больше никому угрожать не смеют. О каком благородстве мы сегодня говорить можем? Хочу болчинах, они, демократ, они Самуэль Патиш, они терби угрожать басуном тагенеш. Раскашен угрожать, да это ж араболь. Посольство юха бахама, тогда аж да ажет эхболуш. Себя пусть сначала защитят эти товарищи, орлы такие. Львы Аллаха. Царь мацаха раскаш чудосен дуй царни. Они же все равно думают, что это наше исконное, поэтому все это. Заза, ты себе противоречишь, а ты передам микрофон. Ты себе противоречишь. Как они не знают, что это Раску передали? Что они Раску? Я еще раз говорю, прибежали сюда под защиту кефиров. До конца было дамата были иша со. Решать с дадим бяхкам, а будешь кефиришка, хотя нам запрещено у кефиров под защитой кефиров сидеть. Но мы прибежали сюда все. Мы себя не можем защитить. Кого мы там... Аллаха, как мы собираемся защищать? Путин, мы с Аллахом будем драться. Да. Сондахолом Аллаха, что это Аллах, что ли? Сончу кисло, Ибраимчу кисло, Хончу кисло, Хичончу кисло, а скорт бог, да его шахита. Корт бях, что мы че абилом будем цемет, и кортов бях. Кортов да, что да кисло, да это, что догден чулда. Корсар, он просто хал махиет, наука махиет, кучуха, самизам дуо. Кучуха агрессивность дешкаш будем. Из-за сатурдол что кучуха, ахуй вообще перед самиром больше ишь табон. Просто предупреждение его.
кучуаха и любое там высказывание видишь, это все только в личку. Кучу абсолютно допускать видов, да. Потому что это чеченский разбор, куда русский международный исламский терроризм, куда русский международный исламский терроризм, разбор его, согласен абсолютно. Этим будет заниматься компетентные органы и занимаются. Поэтому здесь, вот в этом чате, когда в этом чате, там, я не знаю, где угодно, но в данный момент, в этом чате кучу там, разборки начинаются, и зачерпнули тишь. Тут у нас все будет по правилам, по закону, по порядку. Поэтому он, значит, предупреждение. Извини, абсолютно. С миром, по духу, езжим, по пучу, истолишь. Он нормально, поехал дождь, сега ехал. Гума дочь, гума леза, Ибраим, все, бях мобил масяр, просто уже задолбала эта вся их система ГБшная. Ты шайгер дичь, шумуш мода. Шайг да эл, аш мобы нах. Корсар, лично гум куда, любой гум лил, любой доуда, лично там. Общественно-политический ултрат, когда от чеченского народа, от лица чеченского народа, политические исламисты, вот это русского политического, от нас здесь пытаются нам шариаты установить, какие-то вот эти головы отрубают от имени чеченского народа. В это мы играть не будем, понимаешь? А цахузал. Русские угрозы, это вообще русские угрозы, они в России только прокатят. Здесь на Западе есть компетентные органы, которые полностью пресекают русские угрозы. Поэтому мы пузата. Шпана санта разборчивая, да. Абсолютно. И антиирот, да. А лично гунды, лично садовинши, тагунныши, Сам это да, но... Ибраим, хан сегет пуст, хан сегет доуда, отснах сузу. Я отснах это да, сасха доуно. Ну, а просто бог, худо, шай дегди, шай ему лардилыш. Когда посмеете вот так угрожать другим. Я об этом только говорю. Пусть о себе подумают. Двухстороннее движение, занятие по жизни лилось. Всегда двухстороннее. Я просто это хотел сказать. И все, я тебя понял, Притаама, да. Тунде, ну, согу алэчла. Окна голла била, самери макачин, делу зло. Да, а дичу на притонса, ну, низ, да, там. Эти люди просто играют на руку врагам. Всегда играли, и большинство так и идет. Есть только кучка людей, которые идут против несправедливости. Вот мы видим эту кучку людей, это вот маргиналов нас выставили всех, кто говорит за народ, за будущее народа, кто переживает за него. Только достойные люди видели светлое будущее для своего народа. А остальная масса, она всегда в кучу сбивается и хлопает любым преступлением, любой дурости, они всегда за тех, кого больше. Ишь, был нахуй, цехал шахмадот, что. Пусть мы будем меньше, мало, но пусть будут нормальные щи, ома доглаш, волнах, хэкл долаш, волнах, куча, динул долаш. Щи, омах, щи, фусамах, шай зудар, я доглаш, волнах, бы. Ишь, ит хуля, гуля, ушен, ит эзер получила. Каких-то баранов, которые завтра тебя предадут и примкнут к другому лагерю. Как они примкнули к русскому лагерю против своего народа. Таган, уж нах. Как Чарльз сказал вначале, они точно не такие тупые, чтобы не знать, что на какую поляну они перешли. Если ты, живя в Европе, на Западе, и пожиная плоды этой европейской цивилизации, демократии, не видишь плюсов ихнего существования, то ты бы убрался отсюда подальше в другую сторону света. Но вот так как эти люди все ништяки здесь, а хотят народу навесить Афганистан, я этих людей не могу считать недальновидными. Они очень дальновидные, значит, им какая-то выгода есть от этого.
фиксачишь, даже не хапа, антирдол. Нехотя выскочил у меня это просто. Я хотел напомнить им, что нельзя угрожать, но в шлюбе, он вообще хейром тисишь. Раскаш белили, сун дагдолся. Я долгую жизнь прожил. Но я никогда не помню, чтобы чеченцы друг другу угрожали. Я нахюка болотку. Бусул дотхая, бусул батыреш. Бусул означает верующий в Бога, боящийся Бога, если он не любит его. Хотя бы боится Бога. А эти ни Бога, ни дьявола, никого не боятся. Анархисты какие-то. Сразу что он бяхнул. Вистхой мегдали вистхой шета вистхой гош Машвел, вистрел, алба, вистрел. ده ماشو غير بيوستيكا المسيري أنا وذوق إيروا نستليس جاح العوش إبرامس بيتش وتو حلق أتاكنت ويستو بيترخ أمالدو دالادو تونغ أهتو بلا ديخل درسة إيش أو грамотно уз إيش тоже أهتو بلا канал чат حيلنا تو ديك قدر سو أشدين قمل يقير ولد كوديسن صخاشون ديش باتش نو تخن وي حال وي ما بخور مشو دخيتنا يفتر قيچارا گرگوانش دو وي ألسم إيش канал жимча шей бешти қиетар нислы костас ма олра вант ибинагч о бог болг бу тахан иш просто иш расписатель по пунктам уадилен легч до церес цер وين население сан нах буэх ачан яхвен болг баш отцом население ачой تون قلبك قلب العبوش باش صار دا ويلك خيكيو يش خيكيو ريسك عدو هم دوي وكاكو وريلي بين توان عبو باش ألسن دا ويش اتجي اتار حبار كناش بوتو كيبا بيتر تاكور جيرر ليوا شبوخ تخنا молодежь قيت شيوخ شو سيرنا تشوفوا لا وبيست خلاح شيء يح ويلش قيتم تشوفوخش سرازو تنيسلق المولد ده مولاه بو ديك تعبيوش بو إبراهيم مرات ما أول غاسق بوي اتر بوك كتب العبالة ناخ ملك أخبارت وين يبقى خيبوكوان وين يبقى أس وأهتوين غاسق بوكوان بوي نو بش ريسقي ومسانا لا شو Ладно, по теме нагасан. Дицум да ца вушта сақитиям нешта юлум агар душу. إبراهيم سخاطر درس بقى دويت أو احتبالة لو مقدويش Mikrofon pargat olšaina хехтаца вешт. Вистхал агар душу. ير ويستخلق داحل ويستخلق أنت شر بوشك أنت دلادو أتشن حلق وخال وقت بقى ديخل بس أتشن شيء أتبلع إيش شات حائلين أوه هقوش وش لك خز جرامتنا و ويستخل خوش و إيش تق
كان وحايل ديك يقدر الخيط سيد جلون سيد الكواليشن أسبوع تخيلش ديك يقدر هو ما قالت ما سادت связи شوني مراد ولا ده ما ساد ولا قطر يشوفون شال ويستخلا موخ تعلم ألا موخ يقدر وان شيء ديك يقدر ديك يقدر خصوصا ويستخلش زي زوري молодец сука хайгал анту шиханник хайш грамотник анту дальновидник анту ويقوم سقط ديش ودقر خيترين قامون هم أول شوات شاقيتر يتردون سقط ديش قيقم بيش وقزي ايش هو تقيش بوناوي أغا Demo, Crystal Shorter. بيحكوا كورة كسامة يدرس لدولش كورسر بيتوخ كورسر مجاز قوي من ولا تسويش أبد ما قال شيء قاعد دق بيم دهت قي هم دهت عدويت هم دهت ماشي حباليتك ليلو أشغل تدخل شمش دوش دام لا مرات أسبق الله والله يرليور يربوخ او خلبو بوير ويليشي مش أعمى بوخر كوش تربيت دشي أزي صبر لامبيخنا لامو أزوان نسل دو قنت البولش غوك دو تشيلر أسجن صبر خلف إيزو إكسيرنا بولات إبراهيم سيت جيم هالخ هو كورسريك بوش ديك Więc именно координацию просто вы образно массерга бошду и ишта хотя политик лилу арвел хайqom цара хай пачал хулай мах цара хотя дит арвел чи хонах иш болш бо أذكر بلاتو عدي سيتي قيد نين سيتي قيد حوري دي سيتي قيد تاو إبراهيم نادي نحو تناغ تاني هورن تعدونش قاستوي هرزبورغ شي عوم شليلو وولويلشي عليلو أشدل هما يرندو قيت يعطون ديل حون واجني ديك حيقوم ولقدو بيرو مستي عالديش ديك تون ديل هرزبورغ شي تا اشتخل قرناخ همي چاو آلي ووش قيتيتي هرديتي بوشدات إشي ميرل أت شركة ومؤسسة إشي ده إشي ميرل كوك شوق أيوالين ليل شويز سوالا إيوالا شي مؤسسة ده حوني سوني فروتشيج اوتك خلاق ازدهت حولي ميشاو آلي ووش قيتيتي ويبوش دوي تون إيش تا أسكر بلينيشي تا يومش تليلو أشخز شو يالديلا إيش تون دو تا يهون بوا هو كاريناون يهون دوا إيش يقي خلي تا نرمال نقام يال تصدق
إنس حمنيني يات لبوي عاي بوليتيك حقا يوم نيني إنس حلو ترقوي بريميرنا إنسر إسرائيل فلسطيني دول غلقة صنع حمنين إنس حو فلسطين شخيستوش حواتsa حو أسكر بلاتو يرون هم حواري دي سيتي قيدر بون دات بوصل بوبو حو بوصل بوبو شولا حو إنس شي نوخشي أول شي نوخشي و بوصل بوا إسان ديلخ تيشوا حول تاقوش كاشي داغر يجينا بوش تاتو مخكا خيلا ووش إشتو يو يات تاقوش بولناخ بات تان إش بوصل بوبوش تان إيه خوش شي نوخشي أسكر بلات توياشو ستق أتسوناخ موخ قيت شو примерно بوصل ما بوش شو حو شاسن والحو بوصل حيقي منين يلا حسيت قيدات حبيو نيعو كافري مافري هاري وجيدان باشتي إش تحير دي أنا أخوي أبك ديل دا قوبيني دوشي إش قوبيني دوشي خيتون صون ويقومخ ديل دا خيت وإيش دمداتر ويصون دق مدوخر شيتوان بالي إيش تبيو داتر قوي ووشي تا نينويستي داش حي وو ماستر يوت نينويستي قوي ووشي أوتو الحير دول يا شولي يودوت سوشتي دول قوي دات والله دول دين شغول ياش пропагандю بوصل بناخولي просто بوصل بستقولا именно ولا вообще цадол чумне адам цаагат это ямшин до действительно ищит он больше верует он больше прямо царгар ходяхча и Палестин холи и Сауди холи и Иран биет цаде شوي نبقى معيز ديال ودواش ديال واش تاكال وايت انترياش ديات شاك ديخ تشقي باش تارغو تسدنا وين شيت وان بالشا اتاغنا شي مخكر هم تعلق كميرة واتناه تشورش حلو تعهيني عدين براتو داكا كيتا تعهيني عجيمو والشينا религиозно убеждение что يولشينا تسقوري همناش كانوا حقوق خلي действительно он دنيا دي عدولهما نا ليل واشتك دويتشتك دوش تنقو عجول والشا вообще تامشين خليوش دويتا سونسا مش قاش قير وليل شي دولو مانا لدوا ديز تا بوصل بجري باید تبجري باید каждый вега شي بوصل بچال قلايو كرست بچال قلايو هو رелигиозные цаю сондела دنيان чо дол قومن юқалат что закон шун хумаца ажарш очень вега это действительно пропасть его валюва так يوم نشتوش يعوض الميلدول مگر دات يشتغل عجمت باخ بيز حوص ديز توم بيربو قاعدي دير دوال طبعا يشاوك إز وبجدانية تسير والشا يبالور بلوشبات يباليتش مثلا اتمالا ودويلة يكوا ويبيروت وما ويجرات برا вообще ويتسقع هم إش نستلارا это как бы войн исторический он дует как бы фантастический он дует он даже уйдет летол моста хазная санчо войла 10 тысяч раз превосходит даже армию или так цукентиша динагуан хаха так примерно дуньян чувай гардол чайна канаш нуки загорда там تابلت بالله لو مت قوة عنان يخبط شالقة آتم برجيرش تورشل نراوني تنستوال كاشيت كامل دويشة هم ناشا تام примерно تخينا تاي خزش تا خولي تا تيولش أربولا أتانا إز شادك تخينا برفوكتنا مثلا شاش حالبو ليل جربرات برفوكتن دو يومنش
Тагна его из прогуиза вообще валия швац. Sana umana валия шалвез, хош шалвез. Бит палестинч, бит жукти, бит иершит вообще хинц лукаят. سيريا وامدع بيرزن وها دول شادر حين عدناش عيسى أو شو نحدي وو سين سيو لا شو هاخد بقى تيتا زودري تسعن دعك كل شيء شو موسو مقوالي شوينا دوك وزن ديت قوم بوجه مغادنا ولا نويسا نيوك وبير زودا يت وبشي وغاية وبشي ساعة سمون ساعة يستخير بوات إيش طب إيه طبعا شاشة بوغا قوش ديت سدو إيش طبعا هيقل دوش ناخي لا دو شو بوغا أوش ويجا دولشا وهم ديالو шхельвез американч царство отхалдала как бы ничего личного просто бизнес это из хай из юкмет кшлат тош пачалкшса yani долгоق лелош лил ам везет атана о قاعد دي ده تسامو قاعد هنزي قاعد تسدوي تسامو بيحكم بيل سوالش مواخذا بيحكم بيل اشتغلش Sona bjehke weitan woushi ist gamdalar woushi dardalar bjehke sun duqabig hok interneti qün khiyet ibahan hudoy khiyetersun hok chwaha ahdu hum ala yazu ahdu hamilu tsaga hogushwat короче цаума цага хах ihum مرزل يهم شاز يو تاق أسكر بليني شو هو أيوت تاق примерно إن سو حلوتس إن سي إيديولوجيو سي ويدينيو سي منينيو سو بوليتيك تا هو دنيا شو دلوم تا تاق سو هن سهم تدي شو استجا هن سو يعدو حلو شين خيل شي سوق شا تا اشت اندوچ دل هم دو ایتو اشت چو یاز دکتو احتمالوی میلو تا نیاز دک هر یا آواج یا آکروچی هنو عادی مبیا باش یو قطعه مویاز یو سوق یو قطعه مویاز یو سوق ایت اخس حقم قلقس تناغتینت تو شاملو حقوی چی ایدئولوژی حقوی تو شایازو چنین حقوی حقیقت ایدئولوژی ایتو هم اسکر بلهتون دویشون и хопати гонку ха именно цюньол и идеологи мнению нах буй шабеш вместе взятых церт хахга буквально люло кадует и лазер мадуй адми цантагир яшинтагир цаум делчи отстага хаклуш дол шадол хума чулоч и что духу цунделох интернет и кодин до алхиет войну гадина вот чуа инсуэй представь себе на пару месяцев или на год, допустим, полностью интернет отключить. Все, отключили интернет. Только يعدوا على جيش بقديس خلوري أنت أتسوي أقوى خير ما داتريشت إن سوقشوا دقنا خير بق ووش أخقيش بيستخلش شيء سمو قد وقشنا خير بونق سايتش شوا ووشي أسكر بله بيش بوتساوش ووشي قيتيا يازوش بيش إيش حكم نوديش لوك يولي يعني يتا النينويست قوليلر إيش تبوخسوني هم интернет شو عشان Murad, يازي راتهم بيوخم نشتعنا ميتيا أسبسا يازدو يقوشو تعنجي بيوخم وبشي تعنا ميتي صوت بعد الجساج تاعش تغل نقا قوشو عنيسلو никогда в жизни и танги. Вообще в любом случае осознавать, что вообще виртуально он дует, а языче бесполезно дует, а я адуался, а языче всегда языче через ноль мани нацун дальше абсолютно уже не важно. Язин дел дует, он имел сразу дел, а тергался дальше сам дал наш. Не истегда ала диз, не истегда хайку диз. Murad, هش لا ما هش قلتش ده عشان خسرت شيء هم دي شك يا سما ده
كم انت ايش قيس يا سيادة هالبا انا دين دوت что انا вдень так петушневская это бывает кукарекает это значит мы где-то им на мозоль давим хорошо قي шон ответ луж он курят лучше массу лайте псы как хотите сказал برسر ختابو شاش يقي إقنا أوش خيش خس ست قمادن أبوس نوات دش صحوم دش ما دلر أوشم بقلق ديش أتمانش بدستويتلنا ترقوي شمانشات سؤال تمرات ما بوخو حوخ ومصخن ويتعنى تيزة لحو يا لا دعيش وتليفون صخيلير هون صحابوش دا ديل دلق زمان غاسقشير بو باش سان أهدو يوشة أربعني دعس بودي حبودي كيخت نيستي كيست تعني برينكنو تسدين عش دقناق بو مولدو جيتشن ويدوحر هونز نبرمير إبراهيم دقدوغ شكدو ويأردو تشنخ ويجنو فكليني أزوتو قطعت أوغشك وزي كونكريتنا لرو ويشي أقصان دعتديش متدالي وتربيني خليه صبر خليت شو اللي اللي تقول إنه أشيء يقين سرازو تعال دعيتشن قيودك دوي قدام ما داتسي أتن أخش لاتن مهورني باس عشوق بيلي بيستخلي شين هو تقيت هدو حقاليش دوقبارش شو نخشي بوطو نخشي دو وينوقيق است تعهم دات وناخ قيشار تدحشتك وين مدايش وي دوشتك دتتيش وي دوق ديغر دوشك ما قيحش ما بولش تح وي دوش شو قصو وين تقيت تعهم داتشن وديك بوشن اشتا اتوام اقوى ليجندس ايلر واتوام دحر توام بوي بوچن اخا وين تحيتن دنيا در جورناليست شواتر اش تسندل ستير از يخصو اعتار الشيخ ما خلي شو دي تايش وين ويدوش دو بوسول دي ويدوش ما دوه ويتعمو يقير اربيخ كان بات بوسول بات والله بالله تالله دو أغنين دي إقبر سن بصر دي ما دو حدين وداش وديداش حدين مصو متي ويقاسدش مصو همان تع نيسا ووتش وقاسن همان شدو اتغن حلقز ارخ يسقز اربج دنيا جيش يا تليفون كريش يا انترنت كريش نزناتشت شاتحق الله شو يردوي باش عربه همانش ايش وين تان سير يير وين هونس وين موسكو سن مت جوتر يوروب ات عربه شير سير كلونش خلوش حت ايش حت بيليش وين نختي تا او خوت دي شون دات ودوش دك دادحت انا دقباش مقيس لي قوتشو تشوقش أهمنش مديت أش أولش دك شين أولش دوشن شو نختي بوبوش ليوش بلا Первый вам выиграет бар ача вайн просто ну вайн маслигла вайн гулкалар цона чуат кенте дабаны аны в любом случае ويعرس ويتشا ويا غزنيخ سانчо вот даже фантастическим образом Эл Мигардол шундук итаган وي соотношение цон حاجة تونيتسي ويجا حكيلدول كيزكم يا حاجة تانا يهم ويجرت ترتوين وانا исторически هم دو يهم صندلا سوهمان خامبيا شو داخل خن زام يقيا لا زاتو
إك أنت بعني يقوان خبعني إيش بوصل قلع تغلع ولازم تتبير نتشو نيت ندلا مينانيك هو إيش بوتشبو تاندال شين ديك وردو سوخو خلا تنكيرا هدوك والخلا إميلا ولا دال جاش دال دي قلبولش تانا بريميرنا شولوت وان بي اوان شولوت وان شوبي خلا السديد تشون شينا الريزولتات يوغا خيريو يوغا إز إيديولوجي يتدعبي الله تنبولي توام وبشي توام بتاعة ويتعتر ويوشناغدات وبشي دين نوخي مثلا لألي نادو جا وينيس دعق بوت 5 يز إنجل جيرش ثاني داق يوغا بروبس تبيكدوي ناخ بس حيقلي باخ بيز ويلي يز كيجي دات وجه كيجي نش وجه لدو شل بيز باقي شارك وندا جير يهم شاهد جن جوا بريمير يقوى شاهد هم نشقلو دو كاجد بيقوق شو طبعا لازم تهم نشيت يلا سيوق بالكانت شيخينا مثلا دشتو شاع تاخدوك هم نشجين ناخدو تاخدوهم نشقد ولا حبه كان بولناغا يو صبر دي ابوهم بوبو سات يوها يوغا ازداد يزوي بوغش بوي شو بشي اباسنا ناخبو الشاش فينا أباسنا بون داشوش وليش نعبات تا وليش وچوساقا إسبورزاوات آتويرو تونده لا شاش إسبورزاوات مدى تانجي ولا هي دين تياح هي لبوي همان تياح هي تا سيريوزنا دولمش تياح مش مصنع ولا يشوم دات طبعا قوقوم يقيرا ويقام طبعا برميرنا خز غلق دوش أزن خز نيسان ديك قام دو просто разные шаек разные смути из оша я чад не мышление кегвача уж муша была возможность человека сонде ела мышление кегаться и чё это бакча суман yok чак бол на хаду чунгла до шина шекомана шина гана полезно хала ашхал езалит Büyüzdü koşu kendi. Salam marşal düşüyor. Mısır değiştik. Просто так, датский муж. Вайн хадиш, доз диш, хордина, оуши юпя, камир штяша, келкел ума хала, вайна, келкел ума дöz, вайна. Таймел шумана, тедахка, муда, диза, ишца. Werter doe, Duitser doe, Dugger doe, hoe stel dat? En zo, die resultaten is waar nu kan je ook laten zijn mogen, mogen is. Ik hom слишком yok результаты у них. До 90-е годы развал шайк процесс даюле шайнаха шайк жёлки то даюле лирква дас братва так ишт даюш братва юкира беулирку шарпа тахан болор шаур чуй чиноник шавик эцюки мобил шабеш тахан беш из братва юкира бушдат еще полностью контролировать беш егер и ФСБ ГРУ то короче силовую структуру шириш контролировать беш Церхинц муэдуис 90-х годов, ну, с 90-х годов открыто, да, процесс аюлила и развратный, да, бюхом, халдолиш, и вухом, муаттицдек, кидек, хинстахан леришти, на хок оли деллахар, хинстахна и 90-х годаш, дючбу и Россия, даш кинуаш йош, бохшбуиш, цер локшил зурм блатною, Царьяз яшел книг блатною, ёкшел кино блатною, дешло камер детский садя блатною, шарик бьюхом дух, шадик цабью блатною, датизм, развратный дат, нормально, мот бас, шадик бью дух, художественная литература дат, жаргонью цери, долгую из театр, шкиш, шаик, жаргонью цери, блатной камер ду цери, миллион метя. Идуш, das Ruhm,
وين شو قاتش وين شو عدو إذا دات رزرات يات خل ما يزر دات دنيا وقوي تغنى بيوتش بك وين يقع عمال بيوتش بول نستولك رزرات يات حقوش بوشلست إيدياتيزم دات يوينوك يوضو تشقيقن دات ينتوك يوروبيا دوية أو يوروبيا حق يأعزلو ملشو يوينوك представление يوجدو هم در إذا نو إسغاز قش دات شقا ميحقش شيء دات يخلما يزر يبيغل تشقيق شوقي حبوش بوش اتخن ليشتينا هروي بوليتيك سوني دوكيت أتسل دات بيزدارن داغوش هرشبو با يوروبين halka goit و قاره goit da صاحبول شاره مل الهو دنيا انت حادث مل مت داغوش دغ يويجر دوش بوشلستي بيوخوش يشادك halka ديشدو رمزان يدوش ده وكن D'accord, monsieur. إشياء مثلا إشياء كاتب بيوخم شلي شوي تها إشياء شوي تها خشوا حلملات يلاش إيش ينكريتن شو اللي جوش موارد تنفوني عيو تسويت إز تسويتيو تسويتيو أتنز جوش خلوشون ينكريت شيتان طب إيش يقول وين تغنى ملدل هم أنت حستا دركوي سلام تومر يردكوي إيش دركوي شيشان تكاش دل هم قيمة دي هم دولي لا داس ترمر بيوخم داتي بوخش داتي هيش طبعا داتي ويقدروش دول همش حاش داتي هم دوتس دو دتوا دات از غاز كشو بربيتنا يشادول هم السيستمات у них еще тогда были лозунги, да, бюрник дниятан, и гуч далина, ки бюрник дниятся, бить дивно. إيش تحدوش دكتور نستولك دات هو الدنيا دات ويا حلقة ولا دعوة شوية بوليتيك ولا ملوز بلوجر ولا قوي ولا نستولك دات ونيزيت نقول شو الدنيا حلقة دات أذكر بليوني تا بدلة تا настолько, короче, и адман гуш дастиеш, оля, нет, цагой дать, и не сильный был буйха. Ну, факт, покума дать, Чарльз Йитиньолер ишьят, этюкер арт савала, и свобод, лохш, яца, хотут и герч, ваца, маршруты, низ хуманте, герч, ваца, каждый тагана дат шин хадي شدوق ازدات يحكم خربوتي شي تحينا قوچور دي كودو يمونستو دو يموخردو نيسو ليرشوش تنهمانتا ارويرو تاغ اويرن خول اويرن خلراتنا دال لوشيتوني هودو شانيسو مانتا ارويرو باغيتو نيسو مشين خيتيتو تاس نيسو مانتا تشاكوش خلشي دال سونو اويرنس لوشيو تأشي أويرنا وش إتشقى دولتون دات خلدا لا تشق دولتون كرا دولتون كان أويرن سنت إحيانا كرور دوش دوش إتغن ملا وديتا ديز آلا ديز إشين خيط أغو دات أش أشي وانشيان خيط شنسون إش ديق دات إترسي يقول إش حشيان خيط سوني وين دات بيوغلي سوسيخ ستران بركلش ولدوانا بيوخل موسمت طولة الإنترنت توجع دور مرادوري يقلب ويزنيسا بغر интернет ее свободный, чем доступ любой уман. Ну, в любом случае, Адама всю жизнь надо до такой степени шлиер, все равно человечество, технологии развивать мело потихоньку, диккен мелдола, даже религии штуч. А урду, в принципе, начало яйца, начало век технологий, любой сак, хажалуш, любой ума, язло, шнелу отдало, короче, мурат смагала. Галбюш, хумна шварт до, осмет, абуалбеш. Шайтан баязар шуй,
بال بيش أي خوش تلوش إيش ترويك تكنولوجيا قود بوخ وجه أيس بوخ تاتا غلق تيدا بوخش بوخ تيدا بوخش طاقن سقوما ألر ساعة قلديلك ملدي قيشو قلديلك ديش популярна بوخش إزبق دو وير تكنولوجيا يقير أدم وجه تسيت ستوخش Хочу, что это русский, ой, нельзя начать русский мой дочь. از حقوقش دوست داشت دون حقوق و نه نوع بون و ایج بون حقوق بخ هاي پروست هو اللي زين خلر دول دنيا نقول تبع الحائز اشت والكيتش ديش وفي انترنت حقوق ديك نخل شيء حقوق ديت نرمال هم ده واحد شو دول ديت диалоги, дискуссии, любой хунди. Сапейт бо часть волот кшан саусал мадил. أخلصون مثلا رابسكي إيش والله تاع كولتورو كتير إيش صار مليو بيوهم شديد من ولاد вообще инсоучуа маситу суна знала чули стапели и элла даже там примерно зачем там примерно абсолютно что дается шига цахил цади что он дока одним словом ше уэшется что он и доказ вообще санчо ван са язин та амуэрдо шакал сам. Это все пропаганды русской. Они эту религию как раз тряпку трясут перед нашими земляками, поэтому они свою боль, сам хэшдац, весь фокус на религии. Мы для них враги, они даже не осознают, что мы хотим их вытащить оттуда. Дохком-дох. Цааз. Матоу бюхум шлис мегарду, но цул отвратительно, оз бюхум шал дючдега, дейл хавяш, на алткехдер дать, и кичох ецун отвратительный. Ца зудам, ладно, зудам, ца ол штоушулу хирду может быть. Бюш адмига, моду тия, дейл хавяш, на алткехдер дать, ой дохшу, мадахти кулан хошига. Ца цецшо литан дам дахт толиса няхшяхту цеци ца духис не нях дуккенти абана дахтсо дулат бо дунянчо хиц хокаре дяшто синик хашче вообще ца вялдвак дух дела дуккенти абана ал ца жо Хаство лясон янда Руслан был шорта гахал первую еще. Что по первомайске такил хари. Саша варке. То дигер цуцик. Ишт то скон хеш, ишт шорт масне бу, шорт бали штейте. Иш дага бу хидац. Просто вялдвак доху кар дьючо бред яц. Религия хама бахар тряпка инку религия дац. Издеваться дашь, бош, дать. Сундела именно хош буй как раз вот Москва был трэч. Ох Европа и бэйр плястяш худина кичо морзу воен бук без бэй трэч. Уже буком без бнека. Ох шаш худи лёца. Дальновидности, политики дальновидности. Все это только надо интернет, что вистрелер, да, чушь всякую гонят, да, лучше бы промолчали бы, займитесь лучше семьями. Фокус Украине больше, матик, мавиятика, мог вала, и бюху мела, и дик вала, войнаш больше, беш, да, слушать твердь.
ца нормально, айдал, ца дадыгы, ичкерия хилду айдал вайн, ца диешун кидуи, аш Ламбин, беш, отца, дэн, аж дагватин был, айдал, да, воры на воры вы были, да, бандиты на бандитов вы сидели, дуй. Я мадари. Позорились парни, дуй, которые честно до конца шли. Да по сегодняшний день они позорятся, дуй. Просто ша цахомду олша уже меры, хей чудо, вообще больше, дуй. Издеваться, деш, дуй. Это же стыд, это какой-то позор, дуй. Сунам наш лошадь, дуй. Жалеть будете здорово. Каждым годом вы будете, спина будет все больше к земле гнуть, дуй. Тахтихлу, да, чугар, халу, цивилизация, ватай душу. Не забудьте, диалялги твой, цивилизация, цаны, дуй. Диалялги твой. Могил, рабыш, могил, дать. И бог, да, мандуч, дуй. Так, халгиет, кстати, о, дать. Харбуса бэр хала эбини и цюна бэр и нешаш и бандиш тут я далуча. Ца почахулы, вы лошадям передеретесь, дуй. Вы лошадям передеретесь. Я вам слово даю, вы лошадям борцевые, шашхулия дохи и так дальше. Ца проект даже чахях дать. Вы не сумеете просто его чахях. Ца международная организация его вариант года. И это что? Вам никогда в жизни никто не придет. По-хорошему, шейн. Атар пилшин, харкомин, халхадел, камел, мади. Вы не говорите, что айдол, да, все, да, разбито уже, айдол, дует. Куза бы сохраниться, дуется, сохраниться один. В ногу идти. Хаз джовар, хил конституцию, кому хаженю, конституцию, адавы твой, дует. И еще единственное, сбратоваться, да, дует вариант. خاصني خشى ديال دي شو يوغا تاقا دابو كتو الدين ديال دي تعمو تانداس دين دوقر دات تانداس لامز دوقر дать мел люленс. В общем, никто не сможет отнять то, что у человека в душе находится. Ну, просто речь-то не об этом идет. Речь идет, как нам сформироваться, ну, идти в ногу в цивилизации. Цивилизованный мир, что еще? Мамат, и умшмадить. Цадол, что умшмам. А та царашин, в общем. Сувелошин. Цебютыш, Аслан, дин лиелу, цебюта уqдуцуш, дуqдуют цундею. Aslan, yosh ons programman şezoş, aş bu qeto. Al ma'mani wahoshin, program şezoş, bu yosh, tqaedel, iştqigdu, yerxigdu boş. Представь, он кузи арен цахошин, нех пачалкаш кахошин. Цах ашбо, цах бисан нахма буэсэно арца бош, ахалу тахана аюш аш. اوش حقوش بات программ شقار يازويش تاقونت وي خا программери унядинчем программять так аз просто пустословию ош иш рассуждать даш аш букоза дохком дон والله ох интернет бадыгич о ударин ой والله та иш та серьезно начало хухигду моду цахош, а у одноклассники, саму дала хотя бы связывал уже с эту бухбош. Это на бок бенца больше, эти день даюли лукер последующей программе. Сундела элсам вой куча молодежи бахшен as духох, ше эту бела. إيش تعجيم كنال شحيرش إيش أورت داق ديش بوجيني شنو والله يقوان إدينا دقم دشون ونسوي أما مينت يسي تعتقالي وي سوقي كيست وي خيك ونعتا وي خيك بات شنو لا أصوتي ما دولي وتون ميل خيشتن با أسبوتشو молодежи ما إخليوش ويقدر تعديقنا بسر دي داتشن ويقدر تعديقنا ويمخ بشون
از بوشن مت واتو بیش اصل دوه بوصل ديش دي مستو فعلا أبا инц чуа идет, инц вот я вот хожу, ля боюсь бухсу масуешь. Вот интернационал юал чуа. Вот ночь юка интернационал юал шу. شرق شدوي وين حاب يحكي فين الشرق ديش وجاتير سولي موخ بوشن تيجا اي ده حاج ايج مايو عال هو تناغم نانشي كيحقيق دي وقت بچاق شوشن تيك داغوي تيجا حقيق ده حاجين شيك قيق لوي هاي نوخشي تماليت شاني интернационал малитиш де вас бошен уж юаж витардушу قيچو нам они не нужны абсолютно кира сагатлуш бачуниш нохшя дуй цан хауншя шулиёбду ше баг метк боцдела ар нохчиш единственное шен киячен абашиш таннаш нохчсан лил бирма бачуш дуй дик хазгыл ка хаз özdol ya duy цан лили бош ма бач таба интернационал шен юпир адити жамаач маба вой нохчи умш дачуш тогда юаж витардушу чо والله شيء داينا يعج وقت دوش просто атарт вилшу ну цаамам ду нагасан таци андия шум хилаха просто-напросто жопам далдезер душу халбойлаш ду и джамаач устанавливать яши ца халбойли ца тия далучнаш болдер бу бога балдачу просто цаз аши ана ди душу хаха аши ани ду волшана даже ани ду аши просто генамур дачу атарт вилшун цанохчи кантин ца зулам цадеш идукшун ду юга кстати бух догочдош уже давит наш да в Европе на масса хал хад яхкана и шерк и халифа чуч киум да чукун дица окани ца демократия ючер что просто кюк я гуш маду масу что айдишин гуш маду ша деш уже да волшина даже ше уже сдавать даже волшина двох шмадушу это что от артюшин просто вы играете очень фигово дуй политику плачевно ферюшу конец ца work ца девятиэтажка я ца гаски халя ца пожарник ну МЧС чухвас волая чуй за пояс халя ца хечтир а он висит халлака чувожач те держит юки ша держат яшчун ишт хал мир бяцу бетахчун дуй дахиец бош дуй ша дахиец бош до того мир битен может уже бот реально дахицицу и дать ишт хош мы за пояс держим а ты хош бош дать за шкиряк хош чуегер душу бош нет да лет наоборот сейчас далит бог и баркал дух карвен богшлик дуй ну смотрите доиграйтесь ребят Аслан, вот Франция и случай в курсе выгодца гражданства и как выдворить вещь, ночи тоже по теме вот это исламских государств такое. Ну, и ночи уца, но цыгарки кремнаш, ду, и цафилца, а ночи именно, ца военных хаят, цуарцик, военных бог, ну, и гражданство, векомовый. А так, кремнаш чагер, хаяхаюш, ну, я закон, ца чахтарка, бокш. И подстрекатель шбуй и нах вербовать, беш, еще радикализировать, бинаш беш чуарезный, жама чуй, там бартма шуй, там оман сиши, царь уже царь динак осудить динай уже абстрагироваться деш вы, что дина да деш, царь хардер вождер, а то е шварбош. Уже добил белый, цанбал. برام أهل أردن شنو Выстрела. أصلا أصلا بيشتغل
Но абстрагироваться они по-любому будут. Если по адресно, если тягауши чум сразу сзади могли, цахам хоть хули, да, гергер на хули, келер бюлер шлять. Я вот цахулшина не знал, что келер мубол, чу боли, мубол, что ли, да, тех тюлер дуй. Дахаешь, гергер на хулер полковник, ши, не полковник, ши, дуй, раска эдли болга. Ю кузаха, в общем, астагируются, дирду, дяшбу, он юхдухался олка. Ну, по стыкательству, делю. Ну, сейчас их заберут все. Мялил, гражданство, я сейчас. Заезжий волш был. Судья я не сомневаюсь. Просто атарты уложил яйцо из уломца дяшей родительши. Атак. Äsken сашидош, то он цунахлец. Именно 24 год, уже куза астамах берди хаин дук молодежью. Юх аряка царлилоша хуманш духунц. Сейчас законч уже халксан и именно вы нахче бушунуш цунахлец бахшон. أو قيتشار حباكنش باتشنوش первые строчки ляч бешвой нахте бушан حوينا قوي حالخسن تاشي دقمة داني وان خوش دو ديبورت موهي عجيم ماشين تليفون شلدوخ شوشن так что ديها حول تورتي غولي تقولي تشات شوخشن معيوش اس فرانسير بولشاق يوروبير بولشاق باخشوناش основном سؤال بولشاق تير سитуация царашон но кузерега уже конкретно уж тутя аш бошун хавин ши қобут беқча моқвала дагденак о галвала шон қарек Tunde şey tutuyor стоях, şey вид умадуй, ахету по 1,5 метра можешь. Уже укоротить, я сажим аккуратно, лилии. А у красной кресте, шеш бог, стига года шхил. Еще что ахо, шенца, моца, мош, чачо ахо, что концов мухи гуэчи. Украин лабу бертом скани лами чекбол бош бачан тига удворят бош тигар сразу с Украины лабач иш он дешон قليلوش يقدقنك خشر مسار حيصلش وريلش ايش داتشن ويت صقاستو دو بوسولدي تخنش تيجر ودوينا خش حوينو متجي متج وريلش أنا غت يختار عند تأشون شديش عام كشتان همان كش دكني بول خاي صرت ما وقت دي الساعة دي معي جواتنا أو درس بايلشونس موسى بيحمبلا سبيست Муса, вопрос, да, Сагуек, Маш Вогало. Муса, какое ты видение видишь дальнейшей ситуации нашей? Очень интересно это, как бы, раскладку дать по этому делу. Что предвидится, что, как, Хугырду, конечно, не дословно, но приблизительно ситуацию нашу, как видится. Ночью ситуация вая. Да, Муса. Да, мы загнаны очень опасные клещи все эти годы, чтобы легче было нами управлять, легче заткнуть, потому что слишком много в чеченцах всегда было демократического потенциала. Всегда, во все века, во все времена. Цундейл Дуэйн, именно поэтому на нас вот эти вот все реакционные режимы, особенно российские,
режим особенно внимание уделяли вот именно чеченцам, в отличие от всех остальных народов, вот, подвластных этой гнусной империи. Вот, там откровенными там убийствами, откровенными там казнями там и так далее чеченцев трудно сломить. Вот, опыт, история последних десятилетий, столетий показала это. Вот, но подрыв изнутри с помощью религии, к сожалению, это удается очень хорошо. Это не скрывают даже вот эти фашистские идеологи. Вот, все вы, наверное, видели, слышали главного фашиста, чечено-ненавистника Дугина, философа. Вот, как он говорит, что вот мы внедрили там секты там и так далее, разобщили чеченцев, поэтому достигли существенных успехов покорения этого непокорного народа, Бог шлюет. Вот. Надо вот в этом направлении нам работать. Вот. Но здесь, в Европе, я, к сожалению, мало вижу перспектив, потому что вот из всех общественно-политических движений, вот, которые я наблюдаю здесь на Западе, вот единственное, ЧДП, Чеченская демократическая партия, заняла, вернее, правильную нишу, вот, которая отвечает цивилизационным требованиям века. Вот, а остальные все партии, абсолютно все, к сожалению, вот, заняли или явно, или неявно такую позицию, что мы, чеченцы, будем все более и более отторгаться цивилизационным миром. Вот. Из-за неумения жить цивилизованно, вот, североафриканским людям, азиатам, и нас, чеченцев, туда втягивают, ну, как такой-то всасывающий водоворот. Мы на плохом счету пока что у Европы, а Европа радикализируется тоже. То есть она правеет, политически правеет. То есть националистические силы берут потихоньку вверх, особенно в Германии, Нидерландах, ну и во Франции потихоньку. И я, между нами говоря, особо не виню их в этом. Вот, французам, немцам, голландцам и так далее, им насточертило вот это вот наше похабное, варварское поведение, ну и наш вид, нечесанный вид, и эти бороды безобразные, там, стеклянные глаза наши, этих хиджаби, ну, на нас смотрят как на дикарей. Вот, и поэтому вот работать, это неправильное слово я употребил, буквально бороться нам всем, вот, Чеченская демократическая партия, надо вот в этом плане просвещать. Другого пути нет, у нас никаких инструментов нет, к сожалению, да, средств нету, информационного центра единого нету. Вот, наши бизнесмены, там, которые могли бы скооперироваться и создать этот многофункциональный, многоцелевой, многоязычный информационный центр, они не дозрели вот, до еврейского уровня, вот как в свое время евреи создали там богатейший там Ротшильд,
значит, скооперировался с журналистом Теодором Герцлем и создал единый информационный центр еврейский. Вот, созвали еврейский конгресс всемирный. Вот, и соорудили себе мощный щит на века, на тысячелетия, я уже думаю. До такого уровня мы даже приблизительно не созрели, чеченцы. Только в просвещении я вижу выход, но пока вот картина, которая складывается в Европе, вот, она безрадостна для чеченцев, потому что молодежь наша 90%, вот, ну так, условно говоря, может больше, меньше, она отравлена безнадежно, да и вот все, и нас взрывают изнутри вот, и с помощью религии, к сожалению. Нет, чтобы взять лучшее, что есть в религиях. Там не убей, возлюби ближнего, помоги ближнему там и так далее. Не ложись спать сытым, если сосед голодный. Вот вместо этого мы берем самое худшее, что может быть связано с религией. Ненависть, верный, неверный, кафиры, кефиры там и так далее. Да и картину я вижу безрадостную. Я не хочу обманывать. Вот sein Hochstiege, sein Gustige, du hast Lügstück. Если кто-то видит лучшее, обнадеживающее, пусть говорит. Я, например, не вижу ничего. Да? Наоборот, там скажешь что-то хорошее, сразу на тебя накидываются. Вот там ты такой, сякой, ты там кефир, ты муджихеш, лишуа, муджихеш, лишмилу. Я говорю о том, что надо быть в ногу с цивилизацией, в ногу со временем надо, чтобы нас не презирали. Хотя бы, чтобы к нам относились в Европе здесь терпимо. Потому что другого места, кроме Европы, у нас нет, чтобы выжить. Другого нет. Нас мусульманский мир не принимает, азиатский мир нет. Куда нам деваться? В Латинскую Америку, в Африку, куда? К белым медведям, пингвинам. Пингвины тоже нас не примут, вот таких, какие мы сейчас есть, какими мы показываем себя здесь, на Западе. Вот, интернет, появляются разные совершенно конченые идиоты, да и бьёхтешничьи, да и матюкаются вовсю, да и вот, взяли как конек. Порядочные люди не будут матюками отвечать на матюки. Вот, и на вооружении есть. Пытаются поливать грязью там нормальных людей там. Вот недавно скинули там один дурачок, не буду его рекламировать, но совершенно там тихо помешанный, ну и вот, выставил там Хусейна Исханова, там Ибрагима, ну, нормальных людей, и льет на них грязь, абсолютно, да, и Муса, Машова, я бы хотел, чтобы вот этих подстрекателей здесь не упоминали. Это как бы такое, знаешь, лойгулк, да, это компетентный орган, учаться подстрекателей. Я согласен с этим. Ну, в общем, против нас ведется борьба, и если мы радикально не изменимся в ближайшие годы, то чеченскую молодежь, во всяком случае, ждет ужасное будущее здесь, в Европе. А если нас из Европы будут пачками депортировать, как неблагонадежных, как радикалов, то куда нам останется
Леха, дома нас сразу рекрутируют в Украину на забой, на мясные забои. Вот, ужасное будущее. Мусор, ты хороший оптимист. Ты оптимист. Нас с открытыми объятиями будут встречать и очередные концлагеря устраивать за все Да, хорошее. да, совершенно верно, совершенно верно. Другого пути я не вижу. Нам учиться надо, учиться вкрапляться в цивилизованный мир, утверждаться здесь, считать каждую страну своего проживания, своей малой родиной. Ведь Франция, Германия, вообще все европейские страны, где живут чеченцы, они нам представили столько свободы, столько благ, которых мы не видели никогда в Российской империи за последние 200 лет, с тех пор, как мы покорены. Мы не видели. Здесь нам бесплатно квартиры дают, бесплатно лечат, бесплатно учат. Вот. Мы должны быть благодарны странам своего проживания, вот, дорожить этими странами, дорожить устоями этих стран. Вот. Быть, например, во Франции более французами, чем сами французы, более немцами, чем сами немцы. Вот именно этим чеченцы всегда отличались, и поэтому выживали во всех странах, проживали. Вот почему в Иордании, в Турции, там, в Сирии чеченцы всегда были на самом-самом высоком, на высоте. Почему были? Потому что в Иордании чеченцы были более иорданцы, чем сами иорданцы. Верой и правдой служили королю Иордании, например. Были верны слову, вот, долгу, присяге. Вот, почти весь генералитет одно время из чеченцев состоял в Иордании. Единственный дважды герой Иордании – чеченец. У них по конституции не имел права никто быть дважды героем. Вот один раз стал героем, и все. И вот этот чеченец, который стал дважды героем, вот чтобы ему второй раз дать героя, они даже внесли поправку, временную поправку в конституцию Иордании. В Турции единственный генералиссимус Турции Шевкет Паша, чеченец. Вот, Цонтур Тейпан, по-моему. Вот, спецслужбы, 60% спецслужб Турции это выходцы из Чечни именно. То есть почему? Потому что чеченцы проявляли любовь и уважение к тем странам, устоям тех стран, в которых мы оказывались. Вот то же самое надо повторить в Европе. Нам надо французскому народу показать, что мы не менее французы, чем сами французы, что мы уважаем ментальность Франции, историю Франции, прекрасная, великая история Франции, вот, историю Германии, там, вообще всех европейских стран. Вот этим мы можем выжить. А любой другой путь, он гибельный для нас, абсолютно. А верить надо для себя. Вообще, чё? Вот я от многих богословов слышал, что ламыс даже хашал ловчи нельзя, ламыс, потому что неизвестно, как они относятся к этому. Ламыс, ламыс, там и так далее. Релкана, якому да, само будут улыбаться, а неизвестно, как он воспринимает у себя дома там чужой ламас. Хайчо, ламас, хайчо, делать ламас, хайчо, вот, иду, а так надо бороться за жизнь, господа чеченцы. За жизнь надо бороться. О смерти не надо думать. Смерть, она придет, хотим мы, не хотим. Обязательно придет каждому из нас. Но думать о ней не надо. Просто не надо быть подлецами в жизни. Надо пытаться благородно жизнь прожить, и все. Вот тебе это и любовь Аллаха, и избавление от ада. Это уготованный рай тебе. Не будь подлецом.
И все, не ври, не подлечай. Вот. И что если мы научимся в ближайшее время, то какая-то часть чеченцев здесь в Европе будет спасена, я думаю, да, Амова. Вот. Но если мы будем продолжать вот в таком же духе, как вот сейчас, Харри, Гумшан, дует, Шеват, Хайди, Бахкан, джихад, дует, джихад, боже, на этом помешались, дует. Все, я... Дело Welcome, в том, что Муса. Да, Ага, Заза, Чарльз выстрелит лишь потом. я Продолжим. буквально немножко хотел добавить. Муса упомянул Иорданию. Я точно не помню, во время какой войны, где-то, по-моему, в 70-х, в Израиле, когда война была, в Израиле до сих пор уже лет 50 стоит музей, я забыл название этого музея, его израильтяне открыли в честь Иорданской гвардии, такую они почесть, как вот врагу оказали. Почему? Потому что вот эта королевская гвардия очень отважно сражалась, и израильтяне аж вот были восхищены вот этим мужеством и отдали вот это должное, открыли целый музей, посвященный вот этой королевской гвардии. А эта королевская гвардия состояла из чеченцев и из черкесов. Это мне сами израильтяне рассказывали. Так что вот так вот. И они это в пример приводили, что мы умеем врага уважать. Если бы вот эти вот хамасовцы, вот эти вот подлые крысы, если бы они достойно хотя бы просто воевали бы, то мы бы их уважали бы. Я что хочу сказать, вот так вот чеченцы даже на войне себя показали достойно. Всегда показывали, не трогая женщин, детей, как вот эти вот хамасовские нынче творят то, что... Вот это я хотел добавить только. Да, точно, я знаю. Маша Мукшлил. Машвал Фараму, буквально коротко сейчас Заза что-то хотела сказать, потом Фараму выступит. я хотела сказать про молодежь, потому что молодежь, чеченская молодежь, которая находится в Европе, парагатбях бу демократис, парагатбях вахаужина. А молодежь, которая живет в Чечне, они не видели мира никогда. Они живут под халифом, под шариатскими законами, которые сейчас халиф мовывается, и они в этом выросли, они это всосали в себя. Другого мира они не видели, поэтому они так ожесточенно воспринимают слово демократия. Какая-то у них такая вот, не то чтобы зависть, а они считают как предатели тех, кто уехал в Европу, что они не могут выехать, они не хотят выехать. То есть они и те, они не знают, как мы жили в мирное время, какими мы были мирными, какими мы, несмотря на то, что мы жили при коммунизме, как мы друг друга не стучали. Никто вот в Грозном что-то произойдет, все между собой знали, кто кого убил. А Эйдалик, да, Цавицер, они же этого всего не знали. Они живут под халифом. Собурга. Сажим подкорректировать дело, потому что вот это убил, это, наверное, при Советском Союзе ты имеешь в виду там, когда... Я имею в виду не убил, а вот такое вот элементарное. Они между собой разбирались, бахканахов. Данис Дорг, Шадерг, никто не обращался в милицию, чтобы за кражу девушки или хилишмейер, но все решали между собой. Нас никогда не касалась никакая власть. Власть всегда над нами, всегда были взяты за жабры, но мы все всегда решали между собой со своими законами, которые у нас сформировались давным-давно, и никакая власть на нас не влияла. А сегодняшняя молодежь, они живут вот в этом, поэтому их тоже можно понять. А европейские чеченцы живут парагатбел. Ничего делать не надо, даже бороду брить не надо. Шаму как мать родила, так и ходят, нечесанные мусаны. Я все сказала.
Дайте сестре поддержку скажу. Просто она хотела сказать, что с Гвича бывали вот такие вещи. Люди не ходили айдол, мостер айдол дыруш. Потому что никто не надеялся на их справедливый суд. Знали, кто кого, чей кровник, и люди между собой решали. Аллах, еще раз она вот так хотела Русская выразить. Да, власть, это она совсем всегда была Юля, вот враждебна. мы сами решали все, я имею в виду, мы не обращались ни к какой власти, ни к царской, ни к коммунистической, ни к российской. Гоушен юк адан исто, вот чирьей, вюр было такое, Ибрагим, и все равно к властям не обращались, все знали, где кто, но никто ничего не выдавал. Сейчас дан истор и али аларксо. Спасибо, Корсар, ты меня правильно подметил. Фараму выстрелил плащ, если что. Хотел дополнить после выступления Мусы кое-что там. В смысле, мне очень понравилось все, что он сказал. Но теперь, после Зазы, все-таки я не могу промолчать. Там Корсар, конечно, поддержал это дело правильно. Я только так подкорректировал. Дело в том, что оккупационная власть и Российской империи, и потом родившаяся в Советский Союз и российская сегодня, она, в общем-то, чужда нам, она насильственная и тираническая по отношению к народу нашему. В связи с этим, там о деталях не будем. Все вы знаете историю, и войны периодически возобновляющиеся, и террор на нашей территории, нашего именно населения. Геноцидом можно назвать на протяжении последних, особенно 200 лет, после того, как они уже не просто экспансия, а конкретно начали доминировать на нашей территории, они занимались целенаправленно, последовательно геноцидом нашей нации. Это детали, историки, это специалисты будут, конечно, уточнять, отстаивать, доказывать, и политики подключатся к этому, Все это будет констатировано, и надо будет, чтобы мир признал это. Не только геноцид, Европарламент, кстати, признал геноцидом это действие выселения нашего народа в 1944 году. Но там есть много жестче и тотально, последовательно просто убивали народ, уничтожали его. В связи с этим, конечно, это отношение к законам ихним, к законам тирана, как можно относиться, тем более оккупационное правительство и так далее. И в связи с этим мы решали по своим законам, внутри у нас какие-то, одним словом, все понятно, остальное все Заза сказал. Теперь я бы хотел насчет того, чтобы быть, все правильно, и про наших героев, представителей нашей нации, героев и в Турции, и генералиссимус, все это правильно, это правда. Но они были, конечно, уже в этой культуре, они вообще сохраняли свою чеченскость, Нохчала. И это выделяло их в этом обществе, потому что мы дисциплинированы. Нохчала – это значит соответствовать быть в этой дисциплине. Так если она не нарушает, как нарушала
Российская империя, коммунистический Советский Союз и сегодняшняя Россия, как нарушает все наши законы, обычаи и традиции, также вот если в Турции там давали тебе возможность, реализировали, не насиловали твои обычаи и традиции, не отрывали тебя, то вписываешься ты и выполняешь вот это вот. Сегодня в демократической Европе живем, тоже мы абсолютно дисциплинированные граждане, и даже не получив гражданство, там, вид на жительство и так далее, абсолютно дисциплинированные, нормальные люди в среднем. Но есть вот это бороды, вот это все, это одно. Это все равно не относится к дисциплине. А вот эти вот яркие личности, которых вот во всех газетах, в средствах массовой информации не дают увлечься какому-то случаю ЧП. Если в процентном соотношении про преступление и про дикость эту взять, то в мире и в Европе происходят не меньше преступлений и не менее яркие акции совершаются. Ну просто вот этот вот учитель, конечно, это очень ярко, это иллюстрация такая, очень серьезная, тем более будучи принятым этой страной, выросший в этой стране, получив образование школьное в этой стране, сытый, в общем-то, благополучный должен быть ребенок. А он берет и превращается вот в такого неуправляемого. Это же невозможно объяснить даже. Там хоть пытаются объяснить, что вот там карикатура, то другое. Которую кто-то нарисовал. Кто-то там, в смысле, там осуждает что-то. Против религии тысячи, миллионы людей выступают в разных странах и во Франции тоже. Более яркие. А тут учитель просто объясняет какую-то, видимо, программу у него там и так далее. Он знакомит с ситуацией, он должен это знакомить, как реагировать, как общаться, что существуют и вот такие вот стороны жизни. И тут реакция такая. Это неправильная реакция. Не в том дело, что неправильная реакция. Необъяснимо, вот как может со стороны, он даже не ученик этой школы. Вот это значит, человека вот подпитывали, атмосферу создали. И вот он искал такой случай, где бы отличиться, в кавычках. Ну и отличился. Ну, в общем, я хотел сказать, что по большому счету, если бы он сохранял в себе Нохчала, как это сделали те, кто стал генералиссимусами и героями, генералами в других странах, которые стали некоторые министрами там в правительствах в Иордании и в Турции некоторые представители наши, они этим стали такими яркими, положительными личностями и вошли в историю как благородные люди, потому что они сохраняли вот эти вот фундаментальные вещи вот, культуры своей идентичности. Они не отступали от Нохчала. И это привлекательно. Высоко. И это ценится во всем мире. Во всем мире вот это вот этикет наш, вот эта вот наша культура, она вообще принадлежит в отдельных странах, ну, какие-то элементы, конечно, тотально не одинаково у всех культур, ну, где-то она розница, но общие такие правила этикета, они почти во всех странах, особенно в европейских, у элиты, понимаете?
в общем-то, в классовых обществах, там рабы, где были там вассалы и господа, по большому счету сеньор, он и есть тот носитель этой культуры. А у нас вся нация в этой культуре, понимаете, в нашей культуре. И вот этот вот наш этикет, он такой же, как и у слоев ихнего общества. В связи с этим я хотел сказать, сохраняя Нохчала, полностью пытаясь оставаться Нохчи, настоящим Нохчи, не вот это вот сегодня, то, что приписывают нам, переводя на английский язык, человек не искажает, абсолютно перевирает наши обычаи и говорит, как вот наши предки делали, типа там, вот никогда не захватывали никаких членов семьи, никакие члены семьи не отвечали, ничего такого не было. Это наоборот нарушение. Это и было нарушением. Это килу, это не нечестность, не благородство считается. Вот то, что сегодня говорят, приписывают нам, и то, что демонстрирует Кадыров, это есть преступлением по отношению к нашим обычаям и традициям. Вот такая вот вещь. А то, что, Муса, абсолютно ты прав во всем. Просто нужно нам быть, конечно, нужно вписываться, выполнять правила, законы государства, в котором мы находимся, что мы и делаем это с удовольствием, потому что они не ущемляют никаких твоих свобод. И это прекрасно, это демократические законы, страны, они по большому счету не ущемляют никакие свободы. И ты можешь оставаться и демонстрировать даже хайнохчалла. И в этом отношении у этих наших представителей нашей нации, которые стали великими имена своей истории, вот они как раз сохраняли это свое нохчалла. А вот в Европе некоторые представители нашей нации теряют, когда нохчалла, они превращаются в преступников, в общем-то, попадают за решетку, или вот как этот Абдуллах, они погибают в борьбе против законов, порядка и правоохранительных сил, которые, значит, защищают права и свободы своих граждан. Вот такая история. Дал дыхник, да? Я хотел бы секунду просто дополнить. Вот всем ищущим людям, вот, ищущим правильную сторону, правильную ориентацию, политическую, религию, запомните пример Абдул-Баки Джамо, знаменитый шейх иорданский, который закончил богословский факультет Аль-Асхар, который имеет труды по богословию, огромные труды, перед которым преклонялись короли Саудовской Аравии, шейхи Эмиратов, там и так далее. Даже знаменитый востоковед Советского Союза, этот Примаков, считал Абдул-Баки Джамо своим учителем. Вот этот Абдул-Баки Джамо, который более чем мы, почти все, знал, что такое шариат, адат и так далее, сказал в приступе откровения однажды. Я, может быть, дословно там какое-то слово пропущу или добавлю, но близко к те, какой сказал. И никто не знает, и Аллах только знает, как я ему благодарен за то, что он создал меня чеченцем. Вот, то есть, если мы догадаемся вот до этой великой истины,
вот, о которой вслух однажды сказал знаменитый шейх Абдулбаки Джамо, то чеченцы выживут в любой среде. Вот, помните вот это вот выражение этого Абдулбаки Джамо. И одному Аллаху известно, как я ему благодарен за то, что он создал меня чеченцем. Суэллашу. Дэвис Муса Шавалли. Игорь. Шавалли и шариат худу хаитин галласту. А то мы ждем ответа вообще, что это такое, кем это приписано. Что оказывается, хушила. Муса, по поводу вот того, что ты сказал, перед вот этим вот резюме, насколько я помню, он сказал о том, что в парламенте и в судах, не в парламенте, неправильно, он про парламент говорил в этой же речи, но что-то другое. А там он сказал про суды. В судах достаточно, там, где требуется два свидетельства, если чеченец засвидетельствовал, то этого достаточно. Он сказал, что в судах там решается в Иордании вот так вот. Если чеченец свидетель, то этот вопрос вот так вот решается. Да, Это правильно. Причем... Потом он сказал, то, что ты сказал, короче, до встречи. А вот здесь, например, в Европе, наоборот, чеченец в жизни, вот тут ходят какие-то вот эти чуваки, фунадина, кредит мои русские ахлюсуну, которые распространяют. И тут же те, которые берут этот кредит, берут и кидают кефиров здесь, которые их приютили, которые их спасли от русских, которые дали им здесь вот полностью всю вот эту возможность. И теперь ты вот пойдешь куда-то, там уже какой-то будулак прошел, уже ты вот в глазах этих людей тоже точно таким же выглядишь, который бен Чахуя Даона будет. То есть, к сожалению, тут вот в Европе абсолютно обратный процесс. Я не знаю, как это вот в арабском мире добились, что, в принципе, это новче культуры, бада, где цари, честно говоря, это, видимо, вот еще с того времени, да, с вот этих поколений. Но вот нынешняя Ахлюсунна, благодаря этой Ахлюсунне здесь полностью новче, что Моэдон, тешам борч, то есть я штикет, он устур долж, кост бохкор больш, безоружно, чем ты уам, да? Лог парбош, короче, да? Любой и тешмех вир больш, одним словом. И картинка, душно куда хотим. Просто того, кто не знает, да, им известно фото, это Еще, это, к сожалению, пока далеко не отошло, хочу вот то, что Муса сказал, Ибраим, и Дабагнаршбы, вот первое поколение, когда в конце 19 века Нохчи уехали в Иорданию, так себя показало первое и второе поколение, вот что сейчас в Иордании. Гинслер поколение, ихние дети, это уже арабье, уже это дино, галакбина, иша. Поэтому так уж больно и не возвеличивайте их. Пока вот последний генерал чеченский не умер, чеченское имя там что-то значило. Тагам цаум яхчун. Они перемешались, вот такие же ахлюсунщиками стали. Неправда это, Садик Ишдац, чуть-чуть информированный Яцун, потому что там в этом плане, да, есть все равно вот это присутствует там и ассимиляция, да, но, к сожалению, это не избежать, да, когда поколениями люди в какой-то среде находятся, но в Европе должен еще, и то тут больше. Ну, в принципе, из моей проблем, тига русский мир, тига хакия, короче, из
Но в отличие, я что хочу сказать, от вот это европейцев, да, то есть в европейской части проговорить пришло ногчи, Берды, они от себя наоборот неплохо сохранились там. Там это раз валерига проблем, хорошо. Халк хахит мадаркам. На полном серьезе эти две войны нас очень сильно ожесточили. Мы очень были все-таки хахит мекам дорогой. Я сколько помню, жалели каждого там, балхал, что, суму. Юху, таш, ниц, бечцон, ниц, бейт, там дорогой. Справедливо и милосердная нация у нас была. Сейчас и милосердие. А я кажется, что бал, кахаган раскш, они говорят. Эмхитом добах, кажется, еще и волшебство, безом добах, кажется. Вот я один случай, я их 3 случая знаю, с кредит, да, ночью, самому кредит, харды, что где на истории. Есть один товарищ, я 3 знаю вот таких случаев, но один уехал с кредит, да, он где-то 150 тысяч, что ли, он кредит получил в банке во Франции. И на эти деньги он переводил по чуть-чуть, по самбалхам дизел. Короче, он перевел в итоге все деньги, там дом построил, и его объявили в розыск. Видите, что? Банк его объявил в розыск. И полиция поехала домой забирать его в Россию, выдавать вещи. И вот я, почему это, там, 7 литров. Оказывается, он сидел в подвалах у нас. Чувел, но из того везде устроился, что он через Интерпол был объявлен в розыске, и его уже экстрадицию готовили, и гражданство вел по Франции. И эта француженка, и 2 полицейских французов приехали. Говорят, эта женщина, когда его увидела, из подвала его вывели, чтобы им передать, не буду село называть, в котором он был, бойца, районный центр, в этом городе уже. Елхарбах и француженка, щегич, духит, ногчшды, подвал чувел, ест шелцерцем, гардина, ногчи полиции бож, нах. А ногчи бо алмегр до цара, еда царах. Щех козер дякан, аж куз француз, шай француз. Цатурят саган, шай балбостен, бохую. И вот, понимаете, эта француженка полицейская, говорят, заплакала, когда увидела вот это, то, что вот эти нелюди сделали над чеченцем, который приехал домой, щидага. Ах, что дяхан, и ножден. Вот к чему я говорю, у нас ничего человеческого уже от раз кшдитен да цхой. Ох, что, нахт, хохуз, что ам халак цедет, члила, что он дело, поехмардаш. Мет до, да, хорошо. Тут меттиг ячун ирасқа мелбу. Куза меттиг шайнлар е. Тут их магер, тут что да, он дац. У нас слишком большая нация. Ваймасу тарлур дац, как кто-то скамусас, я вернется. Куз ваша родина, что такая Германия или Франция или Англия или. Старайтесь быть мэрами там, где вы есть. Это ваша родина. Что он кучил диго. Что дюзел, что тайшен, кусчул дико, метик. Хириатшон. Ат дадол, тут адалог, что хушта. Овщу, и гамал, таях, тажим. Тажим меттули, шай ногче, да осознать, да. Что ногче душу в первую очередь, что адош, а ногче да элдяхкан, доншу. Не лицемерьте хотя бы с самими собой. Сюда лучше. Корсар, вот эта регенерация, она у нас обязательно произойдет, как регенерация ткани происходит, когда старая кожа отпадает, новая выходит. А у чеченского народа потенциал очень сильный, поэтому за это не переживайте. Как вот я саму эту книгу не читал, тут кот храпит, еще не обращайте внимания. Вот Лев Гумилев, у него есть книга, называется «Про пассионарность», и он там описывает, говорит, высший пик вот в народе вот этой пассионарности, он отображается
в жертвенность, то есть когда вот сыны и дочери народа готовы жертвовать ради народа своего, ради свободы. Этого пика мы достигли в 96-97 году, когда наше национальное самосознание было на пике. Сейчас оно пошло сильно на спад из-за вот такой вот сложившейся ситуации, да, искусственной оккупации и так далее. Это обязательно в гору снова пойдет, я в этом не сомневаюсь. А так, еще тому, что Ибраим говорит, чеченцы, они должны оставлять за собой дорогу вслед идущим чеченцам. Вот это вот у вахабни этого нету. У них пак рыбы, они мыслят, вот у них просто вот одним днем живут, они где-то что-то урвать, им плевать на народ, плевать на то, что будут думать о народе. Им главное вот свои личные интересы, поэтому вот такое происходит. Если бы они думали о народе, о последствиях, да, вот, что из-за них подумают о чеченцах, то вот тогда такое бы они не вытворяли. Ну, есть согласен. Парам, что Česi dokumentācijas od Šarls Вестхальч, что Эльчин титуловал, ну, и Гумилев, конечно, очень четко характеризовал вот эту ситуацию, которая происходит с людьми, нациями, с персонами так, а вообще в обществе, вот в нашем, в частности, это произошло, яркая иллюстрация, подтверждающая, что Гумилев, в общем-то, прав. А что касается вот этого вот, этих религиозных вот этих вот представителей, которые пропагандируют там рай и так далее, они за счет, в общем-то, за счет других почему-то хотят личного в себе, вот персонального рая. Вот это вот удивляет. Ши өз чуа ара наган халга дихл өз дәлел наган пайден нахл оциолсмане качцами масухума дикадеш нафцане бертахва хавеш ха и наф وحاتعي царь шабогург дейтин кэч ханнишна шиниц гейтин так я царь вин качвез я ишбейн качвез и отсъелсмани. Вот если так вот эту вот идеологию, вот это ахлисуны вот этой вот понять, ну, я коротко так, по большому счету, вот так это понимаю. Что четко, ясно, значит, они настаивают на том, чтобы всю жизнь мы готовились к джихаду, и вот в конце концов самое достижение высшей стадии жизни на этой земле – это вести этот джихад. А в остальное время можно, значит, такие заниматься и подготавливать этот джихад. Вот такая вот идея у некоторых представителей нашей нации, которые называют себя правительством, а нам говорят, что они являются Маджлисуль-Шурой. А в Европе они говорят, что они правительство законное, кабинет министров, ну и прочее вокруг. Там у них есть консулихи, которые там почему-то, будучи в этой Маджлис-Шуре, хотят обратиться
в силовые структуры, чтобы они разобрались с нашими братьями, так сказать, по оружию. В смысле, вот что-то им не понравилось. И самое главное, в чем может обвинять вот тех, вот портреты, вот Муса сегодня упомянул, там портреты от этих вот хороших, благородных людей. И вот человек, который утопает во лжи, с чем он может идти в силовые структуры? Кефиром? Ну, вот кефиром, именно кефиром идти, с чем это Маджлисуль Шура собирается по поводу своего еще положения шуатти. Я уже Гахар, Может, со статьей хотят, которая там в этом да, низаме вот вписана, что именно про статьи свои, вот эти вот, что они там, вот это вот, что что два условия защиты ислама и мусульман от кафиров и мунафиков: подготовка и джихад на пути Аллаха. Ну и далее. Ну, это самая сочная фраза. Тут есть еще более, может быть, привлекательные для для силовых структур, не знаю. Но это самое для меня вот такая сочная. Тут есть, конечно, там, для нас, для чеченцев, интересно противоречие в этих вещах. Тут есть другие фразы, которые абсолютно ну, в общем, смешно выглядят. Демократия, против демократии, и говорят о демократии, не о демократии, а вообще о государственности, о законности, о правовом государстве, и о создании его, значит, в результате самоопределения членского народа, но при этом источником всех принимаемых решений является народ, как наша Конституция, а Коран и Сунна. Где, какой народ это выбирал, как мог народ лишать себя всех прав и свобод для того, чтобы они, какая-то кучка людей создала какую-то... но при этом постановления делают по Конституции и Дигова. Ну, там бесконечные танцы, как у этого, как этот фильм назывался, вот этот Кевин Костнер играл, «Танцы с волками», да? Они перед нами исполняют этот. В общем, я отношу нас к волкам. Далдик. Параму. Вот этого консула ты упомянул, так называемого. Я вспомнил, где он недавно говорит и сидит, негодует, там что-то предъявляет вот этой вот пастве своей, там, норовоучениями заниматься. Вот Азербайджан в пример приводит, что якобы азербайджанцы $400 миллионов за рубежом собрали вот во время войны в Карабахе, что они такие сплоченные, такие единые, вот что с нами и так далее. И их в качестве образца приводит, и сам же отмечает между делом, вот это, что Азербайджан светское государство. И не понимая вот эту парадоксальность их вот этого дурацкого мышления, меня поражает. Он за шариат и в пример единства приводит светское государство, не понимая, что это как раз таки есть же причина, главное, их единства. Причина, почему все азербайджанцы себя ощущают частью единой нации, потому что их никто не вербует круглосуточно 24/7. У них нету в голове алавит, шиит, суннит. У них в первую очередь ты азербайджанец, потом ты шиит, потом ты атеист, язычник, агностик, там, суннит, салафит и так далее. Они нация. Поэтому они действуют как единый организм в таких вот критических ситуациях.
Меня это поражает просто. Здесь это же и говорим этим людям, что пока мы не объединимся, пока мы не объявим курс на такое государство, которое будет общим благом для всех, чеченский народ не объединится, как бы этого они не хотели. Даже сегодня какая-то группировка власть захватит, в случае агрессии, в случае какой-то вторжения вражеского, никто не будет это государство защищать, как вот было в Ираке в 2003 году, когда с момента все, Саддама Хусейна не стали защищать, там 80% народа откололось. Понимаете? Вот это будет всегда, будет кто-то приходить, и весь народ будет на его сторону переходить. И эти люди вот эту простую вещь не понимают, меня это просто поражает. Ладно, если бы они в пример приводили, были бы у них примеры, он вот сидит, сам же живет, во-первых, в кафирской стране, приводит в пример тоже кафирскую страну, да, вот с его же вот этой вот, с его же точки зрения, его же убеждений. Меня это поражает, и что они чеченскому народу предлагают? Вообще удивительно это. Ну, там... Сабр Ибраим, бяхку было. Ты знаешь, Корса хаве чухлайла истфалетлиш. Да, 2 секунды. Вот кто-то здесь сказал, они все, по-моему, это ты сказал. Они все работают на одну контору. Царнюк, это Адол, да. Вот все, кто здесь, начиная от него, Идигов, Закаев, Бородачи вот эти, они все работают на одну контору. Ни о чем они не думают. Это вот, не знаю, какое-то вот, как будто по заданию одной конторы они работают. Все предлагают не то, что нашему народу завтра выйдет боком, и вышло уже боком. Я вам предлагаю, аж бок, аж массу, о каком-то виртуальном шариате. Шариат. Саму хочу уля, где он исполняется? Одну страну назовите шариатскую. Нету такой страны с шариатом. Нету. Шариат — это уголовно-процессуальный или семейный кодекс всего лишь навсего. И он нуждич. Я берж аудулдехан. Зудберж берж бубош. Полнах канбелыш та аудулдехан. Ливуш букенах. Они все работают на одну контору. И из одной конторы все у них под копирку одно и то же. Лейла, сдохла микрофон. Насчет вот этого кодекса, вообще-то я не знаю, чей это кодекс и кем он вообще приписан. Если это арабский какой-то кодекс, это понятно, нам он нафиг не упал. Если это Богом приписанный какой-то кодекс, пожалуйста, в студию. И, Чарльз, насчет вот этих вот ахишек, которые Азербайджан упоминают, как бы, ну, пример приводят на Азербайджане, они, я думаю, они не чеченский народ имеют в виду, они просто свою ахлюсунну и единство в своей ахлюсунне имеют в виду, потому что по их идеологии, по идеологии этих политических исламистов, у них там хадисы есть, где мухаджиры и ансары, когда собрались, и там паника началась, ансары сказали, ансары на одну сторону, давайте все сюда. Мухаджиры сказали, давайте все сюда. И они были виновны, то, что они уже назвали ансары и мухаджиры. То есть вот эта умма ихняя, она вообще делиться не должна. И чеченский народ это просто кефиром в песок в глаза кидают, да, чтобы с умма не говорить, что они там объединяются вокруг халифата, они Ичкерию, как бы, это их кодовое слово, да, халифат. Это значит, они за Ичкерию спрятали, умму спрятали за чеченским народом. А мы в это не будем играть и никому не дадим на себе в крестике нолики играть, на теле чеченского народа. Это бесполезно, душон, сразу на бахшук. Играйте он в Папуа Новой Гвинеи, там с кем угодно. На чеченском народе играть никто не даст. И насчет этих азербайджанцев, дохком худу хайшун. Азербайджан в свое время, в начале там 90-х, считал, царя даже дэш, да, то есть намного продвинутые, намного масса, что лил хуши, натестили,
церел дик вахвача, когда церел дик дагест, что он дует, да, слэш маршрут стоять, да, как бы дуенал долж. Муэрно, решили мастелш, уверенность долж. Иш мы там церях пример, пикту шуэн, да, от холты дейловой, да. Что, что Чарльз, если я сейчас не тебе это как бы говорю, я просто пользуясь случаем хотел высказаться, свое мнение высказать. Ханла о реплике Юхлейла и Столица. Да, буквально, да, небольшую реплику вставлю. Какой-то Лачин или Лачин, я имя его не помню, иногда бывает в эфирах, вот на этих ВНС, он как-то подвязан, видимо, что ли, с ними, я точно не знаю, по-моему, в Швейцарии, вот азербайджанец. Вот это он рассказывал, что 400 миллионов долларов собрали. У него нормальный человеческий вид, он нормальный, ни бороды, ничего нету. И мне просто, вот я это сейчас, конечно, не говорю это, что я бы действительно такое бы сделал, но мне хотелось бы так вот зайти, микрофон мне что включили и сказать вот этому Лачину, обратиться, сказать: ахи, брат, у вас там в Азербайджане тагуты, вот это светское государство, субханаллах, как, брат, так, как вы живете так, почему вы не объявите исламское государство, почему вы к шариату не идете, аузубилля, субханаллах, вот так ему немножко лекцию ему прочитать хотелось. Не, они ему не говорят это, они ему не говорят, ты пьешь там, да, в интернет закидываешь, они ему не говорят, ты гуляешь там, они ему не говорят, ты евреями дружишь в интернете, он же друг у меня тоже на Фейсбуке, я не знаю, правда, его, ну, вроде нормальный парень, но то, что он поддерживает вот это Ахлюсунну, вот это мне непонятно уже. Как это так? Куда его занесло вообще? И то, что эти его, короче, как бы, я не знаю, обмен использования у них или что там происходит, да, и почему они его не такфирят, да, вот интересно тоже. Тут нам забегают всякие вот эти заскакивают дети, короче, грубят наших, перед нашими женщинами, своими соотечественниками, матерятся здесь, что только не делают. А там мы сидят и обмен сам конечно, да, вот тут у нас ответишь. Лейла и Столица. Вот Чарльз там сказал, что в Азербайджане нет таких фанатиков, но я примерно так поняла. Мы все виним нашу молодежь, что из-за интернета они стали такими. Ну, я не совсем тут согласна, потому что я сейчас выражу свою мысль так, как умею. А умею я только приводя примеры и приводя личные примеры. Вот, потому что я в политике не сильна и не умею говорить на политическом языке. Значит, какой-то философ сказал, когда видел, ну, цитата, когда видел невежественного ученика, бил его педагога. Вот. Что я хочу сказать? Ну, личный пример. Да, огромный провал был в образовании во время войны, и последствия этого сейчас видны. Но сейчас я не постыжусь сказать, мы рожаем, но рожать-то рахмацатёю, их надо еще воспитывать. По 5-6 штук, извините меня, рожаем, но их же надо воспитывать. В них надо время вкладывать, в свои силы вкладывать. Я только так умею говорить, я не хвастаюсь, я умею своим примером приводить свои примеры и говорить. Я где только не ходила, куда только не ходила с ребенком, я обошла все шпильплац, все эти игровые площадки. Я не видела ни одну чеченку, чтобы сесть рядом, поговорить. Я говорила с русскими, я говорила с украинцами, я сейчас встречаю их в основном турчанок, больше Австрии, конечно. Австрийцев, конечно, здесь. Они все ходят, вы знаете, по всем шпильплацам. После школы или после садика не идти домой, а пойти дуагдара, цадара. Я работала, но все равно шла с дуагдара, цадара, шпильплац. Почему? Потому что, чтобы не завести ребенка, и чтобы этот ребенок не садился на телефон.
То есть время свое вкладывать-то надо. Мы виним сейчас молодежь во всем. Ну, повзрослее, когда стал ребенок взрослее, какие механизмы у нас есть? Чтобы он не сидел в этом интернете, нужно отдать его какие-то секции, какие-то спортивные кружки, если не хотите. Ну, по желанию ребенка, например, я отдала свою дочь в карате, она не захотела. Пробные 2 недели были, я пыталась, но нет, не ее. Отдала в бассейн, нет, не ее. Отдала в музыкальную пианино, да, это ее, играет. Отдала, значит, на этот кружок Веркин, где там мастерят что-то, это ее оказалось, ходит. Ну, какое-то, чтобы у нее не было лишнего времени сидеть в этом интернете. Шайханна, вложить же надо в ваше время, ваши силы. Ну, родили, надо же не просто так их там, теряю мысли, извините, просто а потом ухожу, так как не умею на политическом языке выражаться, свои эти примеры. Вот. Что я хотела? Сейчас добавлю. Вспомнила, вот, и чем нашли ее гулюбо, кудар чтобы кудар, вот строите вы эти дома дома, ну, вложите вы в это все, в хорт вложите, если ваш ребенок до 12 в бесплатной школе. И хорта далось, чтобы он до 5 часов в хорте пробыл, чтобы не сидеть в интернете. В хорте там он будет играть, там и уроки сделать, домашние сделать. Лучше в хорт отдайте эти деньги. Или же в кружки какие-то отдайте эти деньги, чем дома строить дома. Вкладывайте и любовь, и время, и силы свои в детей. А мамы, чтобы брать потом, чтобы иметь эти силы чтобы отдавать эти силы, мамы тоже займитесь чем-нибудь. Сходите к психологу, там, делайте шоппинг, как в то время, когда ребенок в садике или в школе. Ну, я имею в виду не покупать, но обычно зучун, просто когда ходит по магазинам, она набирается энергии. Вот, чтобы у нее потом силы были, чтобы эти силы отдать ребенку своему, чтобы отдать это время ему. Ну, не знаю, как еще. Интернет, конечно, бяхки, да, интернет тоже. Но бяхка дама этива, не будем перекладывать всю вину на детей. Лейла, из женщин выбили Байкал женственность. хороший Поэтому лайфхак. За истрело, я просто хотел добавить. Судите. Сомьели, я говорю, женщин-то затерли, их же замотали, посадили. Шейк хажа ища. За собой ухаживает, некогда. Что ей только не надо сделать. Хотя все это можно совместить. А так, лентяйки, замоталась. Да, Заза, я замотанная ходила, вся черная замотанная, ходила я по всем и кружкам, по всем, везде ходила замотанная. Тогда. Поэтому ты размоталась, потому что у тебя уже... Вот с этого момента тоже лайфхак был бы неплох. Что побудило тебя? И вот к этому, и к обратному тоже неплохо. Вернуться в чеченство. Да, ну, когда стала просыпаться, проснулась просто, увидела изнутри все это. Невежество увидела только невежество. Понимаете? Вот. Поэтому и проснулась. Можно немного тему в другое русло повернуть? Вот я хотел бы задать вопрос, и, может быть, я не знаю, может быть, Тесла бы на него ответил бы. Мы обсуждали здесь, иногда обсуждаем возможный развал России, который, вероятнее всего, будет. Вот, но мне больше интересно, разоружат ли Россию, вот ядерное оружие заберут ли? Я думаю, что ядерное оружие Россия будет пытаться сохранить, наверное, больше, чем своей территории. Вот это мне интересно. Почему? Потому что смотришь сегодня, что эти говорят, эти Ходорковские, вся вот эта остальная шваль, она именно на это ставит акцент.
вот ядерным оружием. Видно, что они боятся его потерять. Да там не столько ядерного оружия, ядерных оружия практически у них не осталось. И он точно есть, там может быть и только половина. Еще Новодворская в те времена была. Наше оружие способно взорваться, только половина взорвется на территории России, в шахтах половина на взлете, половину собьют. Сегодня этого не осталось. В принципе, оно гнилое, но есть опасность заражения территории. У них химическое, бактериологическое оружие очень много. Да уж дух до церковь. Люди не хотят терять свое благополучие по Западу, аж полнах. Они не живут ради смерти, загробной жизни. Они хотят оставить после себя нормальную жизнь своим детям, своим потомкам. Вайсан был война церковь. Бубов, шли букус хатполна, долдизла. Боятся, но ядерного оружия этот трус Путин никогда не примет. Это хорошо поняли, даже в Хилче. Ну, контролировать эту огромную территорию, где у них от Саратова начиная до раскидано. И не хотят, и нет желания. Понимаете, разленилось западное общество тоже очень ленивое. Они не хотят на себя ответственность брать, контролировать эту территорию. Там чуть-чуть рухнет этот режим. Я слово даю за него ни один человек там в России с простолюдинов не заступится. За него воевать не пойдет, чтобы этот режим восстановить. И это все знают на Западе. Но от своей лени они не хотят ничего трогать. Так у него миропорядок устраивать. Я ж аж их устраивает вот эта вся гадость, что творится в мире. Они готовы еще худшее терпеть. Только бы их не тронули, чтобы им не пришлось с кресла встать и что-то делать. До такой степени разленились за 30-40 лет они тоже. Корса, Да. я можно вот добавлю к тому, что ты сказал. Ты режим упомянул, путинский, да? Мне знаешь, что интересно? Вот сейчас представляем ситуацию, да, что Россия терпит поражение на Украине, русские вот эти оккупационные войска полностью уходят, Украина возвращается к границам 91 года. В таком случае я не думаю, что украинцы или НАТО войска пойдут, как вот в 45-м до Берлина пошли, я не думаю. Второй вариант, я не допускаю даже теоретический вариант, то, что Путин, значит, пристрелится там или яд примет, то есть самоубийство совершит. Я в это тоже не верю. Это крыса, она на это не осмелится, у нее на это смелости не хватит. Поэтому, то есть мы, по сути дела, как бы забываем про Путина. Вот мы говорим про новую Россию, что новая Россия, да, вот новое правительство придет нас убивать, а Путина мы забываем. Путин, он не собирал, он никуда не исчезнет, не испарится, и он захочет свою власть удержать в этот момент, да, вот у него просто элементарный инстинкт самосохранения будет работать. И вот в этой ситуации у него какой есть выход? Вот если, как в 45-м пойдут на Москву, то да, тогда понятно, чеченцев безопасно, но я в это мало верю. Тогда у него в этой ситуации выход, чтобы вот этот вот людоедский народ, да, вот это, если его народом можно назвать, это общество, да, это как дракона, которого нужно постоянно чем-то подкармливать. То есть здесь Путин, я думаю, он держит в руках козырь, это чеченцев. Обвинить чеченцев, вот эта пропаганда заработает, что вот мы проиграли, потому что там чеченцы, там снимали тиктоки, кадыровцев во всем обвинит. И я думаю, что именно Путин вот начнет вот эту вот третью русско-чеченскую войну, и это если войной можно будет назвать, я думаю, что он какую-то мясорубку может начать. И вот этот быдляцкий вот этот народ, он не только это для него будет утешительный приз, да, после поражения в Украине, это перевесит вот это вот поражение в Украине, они про это забудут, настолько они будут вот это, упиваться вот этой вот кровью чеченцев, я думаю, если это произойдет, то есть поражение в Украине, и я вот в этот момент, я не знаю, мешается ли международное сообщество, когда они нас начнут кромсать. И поэтому вот этот образ исламский сейчас создают, чтобы не вмешалось. Вот такой вариант, как вам кажется? Чарльз, свободная власть, дайте, скажем, круг чакбалит до вопроса. По теме денуклеаризации. Например, сомнение Эрдуас, денуклеаризация обязательно.
произойти до Дизарду, точно так же, как после Второй мировой, потому что в данный момент вот это русские фашисты, они представляют большую угрозу, чем Гитлер в свое время, потому что сидеть как на бочке с порохом в этом мире и надеяться как бы на настроение в лесу выловленного дикого русского медведя, там, что ему взбредет. Да никогда не нажмет он на кнопку, а нажмет он на кнопку. Гадать бишь, такую игру мир не играет, понимаете? Тут дебилов нету. Поэтому вот эта денуклеаризация, после демилитаризации, вместе с вот этим, правда, вот это пройдет только с эпохой Путина. Вот как ты говоришь, Путин, у него нету нормального выхода из этой ситуации, то есть отойти куда-то в сторону, пойти сесть, лечь спать, он будет до конца, короче, вот как бы его жизнь, она только у трона. И ему надо будет выжить вместе с вот этим троном, он будет выживать и будет свой век вот именно продлевать вместе с этим троном, вот как и моду, да, вот арш и ноги боша, Ладно, это немного религиозная тема, но, короче, Цун привязан к арш. Он дучун с Путине. С него слезть, это равносильно тому, чтобы самого себя там в Гаагу запихнуть куда-то. Цундел вот, будет всеми путями продолжать, а после его эпохи, если русские хотят жить, не хотят жить в этом, как индейцы, да, хотят там с миром какие-то отношения иметь и т.д. и т.п., им надо будет обязательно денацифицироваться, демилитаризироваться и ядерное оружие человек. Ибраим, давай я тоже Нострадамуса поиграю. Раз вопрос спросили меня. Ситуации действительно можно сейчас просчитать. Вот сейчас ее можно точно просчитать, точно 99%, чем это кончится. Али Шухва. 1% мы оставим на это нашествие инопланетян, я не знаю, на еще чего-то, короче, не какой-то фактор, который это все оставит. А так, уже идеально шли. Это как вроде бы ешел, борщел, нахвы, и они же непредсказуемы обычно, люди вообще-то иррациональные. Но несмотря на это, когда духа нахгулой, теперь поведение уже предсказывать, оно каким-то этим социологическим или социальным законам подвержено. То есть как физика становится закон считается. Да, там человеческий фактор нельзя исключать, но когда группа уже, толпа собирается, он абсолютно поведение предсказуемое, если вы анализируете это. Это одного человека нельзя предсказать, там, я не знаю, что ему в следующий момент голову стукнет, там, я не знаю, какой-то атом туда пролетит, там, не знаю, по синапсу какой-то сигнал сюда пролетит, мы не знаем, с чего это началось и как это идет, поэтому поведение иррациональное, непредсказуемое. У толпы оно предсказуемо, потому что они живут в какой-то среде, как-то популяции, где-то питаются, куда-то развивается, какие-то внешние климат на них играет влияние, вот война играет влияние. И и раскоши руснявы общества, Украине, мире, Китае, там, Иране, Израиле. Вот все эту картину сейчас можно четко по социологическим законам разложить. Украине раскрыт омма, он не может ничем кончиться, кроме как поражением России. Это потому что Путин на территории Даурец, то есть всегда думал, что вот это крючок зацепляется, уже который нельзя отцеплять уже, то есть его уже нельзя оторвать. Ни с мясом, ни с бетоном не вырвешь уже его. И зацепиться, все, и арвироваться. То есть и арпас есть уже. Украинцам будут давать оружие, которое будет им помогать и сучур арпас.
Что делает Путин? У него нет оружия украинцам противостоять западного. У него есть только китайское, корейское и свое лаптиногое, короче, которое худо-бедно работает. То есть ошибки, что он думает, что там у них ядерное оружие не сработает, там сгнило. Нет, ничего там не сгнило, короче. Они ее регулярно обновляют. И у них, кстати, боеголовок очень много. Носитель шказгина, царь украинчин, и там. То есть до доставки их как и любое ядерное оружие, это две компоненты. Носитель, который там, не знаю, за океан, через Северный полюс, не знаю, тонну груза перебросит, короче. И ЕС, он и саму боеголовка. Так, сейчас у Русни очень много этих боеголовок. То ли 3000, то ли 2000, то ли 5000, ну, точно сократить со времен Советского Союза, но достаточно. Так вот, и Путин с худижду на это, продолжаем вот эту четкую логическую цепочку, неизбежную причем, что мы все вот заложники, пленники вот этого социологического закона. Путин, чтобы его западным кульным, как сейчас говорят, оружием ему морду в Украине не били, он вынужден терроризировать украинцев, то есть бить по городам мирный нахбой, чтобы вынудить украинцев, заставить Зеленского правительства, чтобы он пойти на вот эти переговоры и остановиться на линии разграничения. То есть как в Северной и Южной Корее случилось. Он это будет, то есть террористическими методами, сейчас всегда же люди более слабые прибегают к терроризму. Здесь к терроризму прибегают не более слабые, а, скажем так, менее развитые. То есть на 1-2 поколения опаздывать, я считал, технологически разрывы с Западом. Его делает Путина, несмотря на количественное превосходство, слабым. Он как слабая сторона к терроризму прибегает, пытается украинцев больше запугать их, чтобы они остановились. То есть понятное дело, что украинцы или украинское правительство не может поддаться на это, иначе оно тоже потеряет мгновенно Майдан, Арку, Сарбуциге. То есть они тоже заложники этой ситуации, что они должны будут до конца идти. То есть что есть ни одна из сторон не может из этого клинча выйти, короче, только уже нокаут, все вот эта завязка это вся. То есть Путин пытается терроризмом и терроризмом бояться, он пытается украинцев заставить на линии остановиться и спасти свой режим. Украинцы не могут ему эту роскошь, там, у них нет роскоши это делать. То есть это будет продолжаться, и рано или поздно это технологическое превосходство приведет к военному поражению. То есть Русню все же выкинут из Украины. В 2024 году ее выкинут, в 2025 году, ну рано или поздно выкинут. Все, уже тут и дверь, что и. А как Израиль вот бил вот этих накачанных советским оружием государств, будучи там, не знаю, численно уступая им десятки раз, у них постоянно им морду бил. Точно такое же произойдет и в Украине, и в данный момент сейчас происходит. Просто он недостаточно накачан западным оружием. Как только какое-то критическое число дойдет, критическая масса дойдет, то Аркусору Путин. Что получается после этого? Флаг Севастополя, огромное поражение, страшные потери. То есть Россия неизбежно впадает в 2017 году послевоенный хаос. То есть хаос от военного поражения. Все революции в Русне случались после военного поражения, кстати. После военного поражения с Японией в русско-японской войне в 1905 году произошла вот это тогда известное восстание. После военного поражения в Первой мировой войне произошло вот эта Октябрьская революция произошла. После поражения в Афганистане развал Советского Союза. Ну там фактор щуи. Но это обычно идол, то, что он теперь худшо. Как-то. Ну, после поражения, скажем, назовем его так, в Корее хрущевский оттепель случилось. То есть связь здесь он тебя. То есть можно гарантированно предсказать, что путинский режим летит в пропасть по-любому. Он может туда медленно лететь, там быстро лететь, мгновенно там оказаться, там зависит от воли американцев в данном случае, насколько быстро.
Ну, мне кажется, даже американцы шуматся, да, а Европа сходит твердо, чтобы к этому довести, просто это дольше будет чуть-чуть. Теперь вопрос, наконец-то перейдем к вопросу, а что случится с ядерным оружием вот в этот момент, как только в России начнется хаос. Это будет уже зависеть от Китая. И разваливал Шен, такой интересный, что вот, например, хаос, если в России начнется, и вот этот верхушка, миллионершма будешь, миллиардершма, вернее, это все, там верхушка Русни элиты состоит из подпольных миллиардеров. Там Сечин, Чубайс, там еще кто у них там еще, все эти Патрушев, Матрушев, вся эта компания это подпольные миллиардеры. У них на Западе Берша, Дуцер, особняки. Если они договорятся с американцами, то когда требования американцев вот к этой элите, а другого там нету, никто там, никакие там эти низшие слои не придут к власти, это просто перезагрузка элит, так как карточный яц перетасоваться движется, тасуешь ту же самую колоду, там просто других нету. Путин и вот этот Патрушев и Гебня всех зачистили. Уж перетасовать, народу какой-то новый батош Гайтана, и, возможно, Нельсона, Манделу, Навального вытащат там из Ходорковского 50 миллиардов, да, Дельсон заявил штраф, тоже притянут там, и они будут имитировать там новые эти выборы. Естественно, вот за все, да, ядерное оружие либо под контроль, либо дая Сады и Эрду. И тут вот мы подходим к этому нашему восточному гиганту Китаю. Китаю от него будет зависеть ИТ и Россия, и Ямаит и ЦАР. То есть вот, если они с американцами договорятся, что все-таки надо у них забрать ядерное оружие, то ЦАР давление Ирю. Плюс еще индусов там подключат, скорее всего, тоже. Они тоже там сейчас по численности больше китайцев, уже обогнали их. И они тоже ядерная страна, и они тоже, кстати, Русню сейчас от санкций спасает, сволочи. И что решим, Китай решит, а Китай так начнет шантажировать, как он сейчас это делает. Тайвань, то есть мы, видите, опять-таки мы все заложники какого-то курса, который вообще не может меняться. Даже Сун ли, там, не знаю, какой-то миллиардер типа Маска, Безоса вмешается, даже он не может изменить своим огромным состоянием этот курс. Потому что огромная инерция, это огромный такой танкер, понимаете, как раз я говорю, который идет. То есть реально тут идет душу, нет там лево, право. Вот что китайцы там решат, и как вот сега уже какие-то вот эти сценарии ветвятся, потому что уже от личности зависит, где шумка, да там какой-то русский Махно появится, которого будет свое там гуляй поле, или что-то там еще, что там будут делать эти подрусские, что на Кавказе будут делать. Уже так, я уже сценарий ищу. Сам-то глобальный сценарий мы видим, он не может меняться, потому что все пленники вот этого курса. Но на локальном сценарии разных, это невозможно сейчас предсказать, что там будет происходить именно подробно. Но генерал планирует из гущок. В любом случае, атомное оружие. Ишца, да, шариат, он да, атомное оружие, опачалыш. Что его выдается. Россия ядерное оружие. Мелчогу опучала из 100% спецслужбы карару. Ишмахет Китай там. Китай, да, Китай декала ела, но Россия в любом случае на арене Юсарю, Царасун, Украина, Тюларю, я не знаю. Но в любом случае, то она атомное оружие, уже России из-за як школ галдала, из вообще опасно, ну на самом деле атомное оружие из вож разнесено, ищет пуча Россия, я че из уже массана науком, до цондел Америка не допустит, а яцун ищет он что это
انت بجيرز تا بيدوش ناخن كردو غيش تابال يقيتش просто صوتو عشان يدعوت أوروبا أمريكان سخوات سنو Легенда, я тебе возражу. Бях мобила, что прерывает. Я тебе возражу. Бисмарк говорит, на любую вашу инициативу Россия ответит безграничной глупостью. И сanda американцы уже целых 2 года би когуаттин русняин годяш бук не дают тебе этот распасть. То есть сейчас герза то есть адуицик дирду нужно говорить уже деш будешь в меру своих, конечно, возможностей. Он дальше совсем вот это лечится болыш, но как полагается деш батюшка. Это понятное дело. Цели Александр, чтобы Россия распалась по многим причинам. Но вот этот исторический и клинчу, вот, ну, нельзя оттуда выйти вообще по-другому. И гуш сценарий. Это историческая вилка уже, которую Россия сама себя загнала. Юрвер метик цейт на царшен, какой-то ну сколько им давали этих шансов? Крым хаякча от и короче, Сирии бомбщича от и даже косметически, просто так, виды инсайт еще больше. Они продолжали им все это, электронику, космическую промышленность поддерживать. Массу американцы продолжали все это делать. Но сейчас уже закрыть и бегнешь уже что аккурирду выход яйца украинч ото и шмаяти церковь никак, потому что так уже это более. Знаешь что, без Украины России нету, чтобы вы знали. Россия не может существовать отдельно от Украины. Однозначно, душа. Все вот эти заводы, которые есть в Украине, Южмаш возьмем, потом вот это Антей, каких только нету там. Основные заводы были поставлены Украине, и они считали, уже добились своего, что ассимилировали полностью после Голодомора этот народ. Вот Избаня, они плюнули на все вопреки американцам. Американцы их 3-4 раза за всю историю спасали от распада и уничтожения. В любом случае, американцы, ну, она уже сама себя загнала от очень тупой политики. Тупой политики, царь России. Можно я добавлю? Я сейчас закончу, 2 секунды. И срок годности ядерного оружия, чтобы вы знали, Советский Союз установил боеголовка 15-20 лет. Уже 50 лет прошло. Максимальный срок, это уже негодное оружие. Они хотели сделать ядерные взрывы, и у них из 5 2 только получилось. В Челябинске где-то они взрывали. Сонда на ядерное оружие ясшунцы. Изъётел хуш душен американцы. Они просто хотят сохранить Россию, но Россия не хочет сама сохраниться. Значит, дал щи, да галки, да велые, да мула, да юху, хирюкас, да мула. Атомное оружие. Обновлять, ядерное оружие. За все время они смогли всего 6 ядерных боеголовок сделать. И с помощью Южмаша сделали их. Я это хорошо знаю. Корсар, период полураспада вот этого оружейного плутония 20 тысяч лет. Там негодность приходит и запал. Ядерная бомба будет, но не ядерный взрыв. Это просто будет фонить и выдавать радиацию. Не более Подожди. Там просто запал меняется. Его даже через, по-моему, 5 лет или это нужно менять, короче. Америцы или запал, и запал, короче, он очень долго может, короче, вот 1000 лет, короче. Ядерное оружие, нельзя на это полагаться. Советский Союз, вот этот оружейный плутоний нарабатывал все эти мощности никуда не делись, короче. Там и ядерное оружие. Любой, кто хочет, может проверить это, забить это и посмотреть.
Советский Союз знал, наверное, ученые тоже знали, на сколько лет можно его рассчитывать. Они же каждую копейку экономили. 15-20 лет максимальный срок. 50 допустимый. После этого ядерное оружие можно применить как грязную бомбу. Все. Но в любом случае, что кевудоцена, тысячи, что это я. Тачотуя, эшико, он я не омасера, чотуя, оши, масуда, говорю, отору. Ушца, это разницу, чумшуш, Вероятно, сказочка. Массу лиру бог, сказочка. Мосулирует Тесла, мосулирует, но в любом случае просто-напросто гибельные варианты создавать оружие мою, хамахаевой, юй, даушмаду, сильнейший. Разницу. Я Вида кошавик. Я немного добавлю. Хиросима, там Гуфишу, Хиросима. И Россию посмотрите. И где там ядерное оружие применялось? В Хиросиме и Нагасаки или в России, в глубинках? Я вот тому, что легенда Иждая высыл удаларе, цуна волси, хира, куверш, арбайцер, общее движение создавать. Ишт бочи, умеларе, страшно опасно, умел. Вообще, ты модель лица применить. Табери лузер сан, а да, что это оружие стоит. Просто немного добавить. Чарльз, Тесла. Потому что легенда говорил, я с ним согласен в том, что с арены, вот как бы мы ни хотели бы, русские не уйдут. Их 160-170 миллионов. Никто их под корень не вырежет. И, может быть, такое непопулярное мнение сейчас выскажу. Может, кто-то с этим не согласится или не так поймет. Мы, я думаю, даже сейчас не должны оглядываться на это, говорить об этом, о развале России, о ядерном их разоружении, будет она разоружаться, не будет она разоружаться. Почему? Потому что сейчас нам, вот даже в какой-то степени, это даже было бы для нас лучше, чтобы вот эта русня, опасная вот эта русня, чтобы она была с нами по соседству, лишь бы нас бы не трогали 100-150 лет хотя бы, и чтобы вот это наши дебилы, вот эти вот будулаки наши, которые ходят, если бы они нам дали бы выстроить нормальные дипломатические отношения, сильную, мощную, процветающую страну построить, с мощнейшим вооружением, как вот Израиль, да так же, как та же США, например, да, только вот в таких масштабах территориальных. Такую бы нам страну дали бы построить, мы были бы вот из-за того, что у нас рядом вот эта русня, мы были бы в постоянном тонусе бы находились бы, сейчас, в постоянном бы тонусе. Сейчас, я буквально немного говорю. Дело в том, что я это просто чуть-чуть перебью, чтобы тоже, значит, уж микрофон. После вот этой денацификации, да, все равно должен произойти передел мира, как после Второй мировой. И просто так волны размахивать дешку за Айтур Братсон, это 100%. Если кто-то вмешается, мы покажем всему миру то, что еще никто ничего не видел, Бог, да? И тут Европа весь йод скупает. Это просто так, тугарю, яйца, это не в ромашке играть, любит, не любит, Бог, лепесток выдергивать. Русские будут обязаны придерживаться нового международного права, если они хотят жить дальше. И если они хотят жить дальше, если они хотят, они должны придерживаться международного права, и тогда им придется его придерживать, и придется, если какие-то народы, вот это имперские их движения, они недопустимы, и тот или иной народ, им придется его отпустить. Но дело в том, что вот это вот все, это уже подготовка вот эта, которая идет через вот этих ахишек, про которых ты говоришь, через вот этих использованный материал вот этим русским международным исламским, в виде русского международного исламского терроризма, который в нашей среде сейчас вот подначивают, вот это вот, занимаются его распространением, да? Это как бы на будущее они закладывают себе камешек, да, чтобы вот это мировое сообщество перед ним выглядеть такими более-менее цивилизованными, правильными,
И вот сказать, видите, вот этих вот нам же надо как-то приручить. То есть нам заранее подготавливают, закладывают мину вот эту, да, чтобы мы в будущем не могли, как народ, как государство, свое, как бы, имея право на самоопределение, как народ, да, ну, как свое государство, заявить себя и возродиться, да. Вот сейчас долцар Илилу, что там гума, сейчас доллар Абдуллахши, Европе цервы, дагайтари, сейчас йоли даюечола, сейчас программе, и на ног, что развернутой программе, она вот именно из этой оперы, потому что говорю, Бючвалар, Дагестан, Пакистан, Кабардин, Миристон, и Российская Федерация, ел дает читать лилар букуши, хала и да, юния возродить, а ты знаешь, барин, иди сюда, возвратись русский, а ты уэлла соня, это все управлять, нет, только ночью тебе бастил, базарю дабл. Только Цундел шаял нацеленность военная, шаял ИГИЛ, шаял ИГИЛ, это их рук дело. Вот и все. Вот это вот, если мы поймем, шаял Абдуллах союзится, нормально, меня мы нахуя, уже это на будущее, ой, камень заложить, побьешь фокус. Я тебя перебил, извини, закончу, да? Чуть-чуть надо Да, было высказать. правильно. Просто я вот в принципе, что имел в виду, вот эти русские, даже если передел мира произойдет, их природа, она не изменится на ближайшие 50-100 лет. И даже в этом нужно это плюс найти и знать, что вот этот рядом народ, который тебя хочет уничтожить, который днем и ночью спит и видит это наоборот должно будет быть для нас стимулом, постоянно наращивать свой потенциал, развиваться, строить свою страну, выстраивать там, оборону и так далее, да, вот армию. Это должно быть для нас как бы вот, стимулом, постоянным стимулом. Вот как будто мы каждый день по 5 раз холодный душ принимаем. Вот так это должно быть. Вот. Это наоборот для нашей нации это будет полезно. Если нас в тепличные условия посадить, да, вот любое возьмите на животном эксперимент, оно начинает деградировать. А когда в таком состоянии находишься, по состоянию постоянного тонуса, ты только сильнее становишься. Поэтому вот, но я не говорю про вот то, что у нас происходит, это унижение, когда эта конченая Россия нападает на маленький народ, абсолютно не обладающий никакой милитарной силой, ничем, абсолютно, потом еще бьют себя в грудь, мы вас победили. Пусть они 150-200 лет на нас, хотя бы 50 лет, пусть они на нас не нападают, и пусть нам дадут нормальную страну, тогда посмотрим, пусть они придут, что тогда с ними мы сделаем, вперед ногами вынесем. А сейчас они нападают, ну вот в 94 году напали, 2-3 года на страну, только если как человека рассматривают, только ползать начали. И потом гордятся, мы вас победили. Вот это я хочу сказать. Царь гордится, ума дацон. Вторая мировая, вам дабельчана. Россия, вообще Афганистан, и дается, Афганистане. Не так уж це батмарш ночи чуасан эт и батмарш этерцага сун и Второй мировой вам да белчана именно на чеченцев сан жуарфик там метерия мяц это вот первый вам вообще войн исторический он до из ночи и выиграть и вообще и он даваттара война дунянш доуза доиш вакам ночи всегда юетчена. Да, Россия, вообще страшно, чудовище мое. В любой цунбе есть механизм, 100 тысяч раз, герш. Так, около там племес, и цятья, которые, нистинца, фантастически, нистинца, просто-напросто, от иделинча, да, обратно, профукатир, инзаре, ехабела, غزنيرسن уничтожению شسنتي ديجنير اشتخيل مجر دات سنده لا حش الويست لا دوش الويش اللي تسويتها وش опасно бош родات شينا Евро ночью хуэлэ шурустала. Все-таки цапел дочервать. Büyüstik kuluşu sayit büyücü ve Allah vaht asar mikrofon ar Allatin sağılç
ساعتها прерывать садяшлар та хацах издел дائма алла түйт осо совестливая чумя чольшо хума алия чуатер со Ибрахим баркал доштал дерису Цер Цундел гордится, да, и очень боссу, ну, мадат он цер, по сравнению, войцани, просто хаджа дат, вообще бистхила бат, бистхила даже, автомат, и гранатомет, и бе, умайоч, ну, хилал, кучка людей, цер армии, сам бюсан шита, сатасли, худардин, сятстакан, кентиш, даваттин. Так, цер гордится, да ума дать, он дал мугла. Войду гордится, да ворши дехдуин сахира ду дал мугла. Дал ша легенда وين صعبوه صعوه خبوه حبوه وين هم بوخ سعو سأقصون يتوت كانتو يتقول حالتي لو كانتي ترقش تيبا مش гордится دي أشبو там из وجع أسبارتي гордится да ума مش дать. ويش يا غاسقي ويش تانقي هم مازغة شيخ باقي بيغير شاشت اونا خيش تعش يعني ونشات تقتير هم دات خطلع بوق ما بويش واتعين was правительство دائما ушим лет беш так идея люрит церковь короче так что шея باقي بي Россия там русские باقي بيقي هم دات что люрду цер تعديتهم люрду цер ويري положение бьёхкам иш верхушку его так хотят лично низкий уровень, потому что действительно вахтаин камду и бандиас лакаю. В общем, гордиться да хум долж бать, иш хотел бьёхкам использовать беш. Шен я хуяк шгол на шу я шат, сунах гордиться да, сумца цана гордиться ди. избар قصة гордится да ума дать. Вы заметили, как они все вот в этих группах, Закаевы, не Закаевы, Джамбулат Сулеймановы, обсуждают экономическую сторону вопроса, то есть как мы будем жить, вот они там уверяют, что мы будем выживать, то есть не выживать, а нормально будем жить с Азербайджаном, будем с теми будем торговать там и так далее, что все будет хорошо. И вот успокаивают вот этих людей, этим успокаивают. Но они специально отводят от главной сути вопрос. Тут же не экономическая вообще причина, не экономическую сторону надо обсуждать. Тот раз я общался с этим админом United Chechen State, он говорит, почему ты Катар в пример не приводишь, вот, типа, мол, довольно-таки светское государство, где вот ходят там, да, женщины в паранджах, там, в хиджабах, ну вот так они вот богато живут, и там и христиане, и не христиане, все там, в общем, есть. Я говорю, во-первых, рядом с Катаром нет России, это во-первых. Во-вторых, Катар, какой бы он богатый не был бы, как там бы сыто бы не жили бы, сегодня возьми этот Катар, любую европейскую страну, я не знаю, Данию, Швецию возьми, и если эта страна, она вот с их силой, Украину, нападет на Катар, она уничтожит этот Катар за 2 дня. Даже маленькая европейская страна уничтожит Катар 1 на 1 за 2 дня или за 1 день. Если Катар будет один воевать. Я уже молчу про Россию. Я говорю, поэтому как бы как бы вы там, у нас, я не знаю, с кранников будет, молоко течь будет козье, я не знаю, что угодно там, как бы мы ни жили бы в шоколаде, Россия придет и нас уничтожит, я говорю. Поэтому здесь вопрос не экономический, вопрос должен стать признание нас на мировой арене как легитимное государство, для того, чтобы мы могли надеяться на помощь. Для меня экономический вопрос стоит на 20-м месте. Вот это мы должны обсуждать. Какой курс избрать развития нашего государства, какой вектор для того, чтобы нас признали. И он там, мой микрофон выключил, сразу понял, что все, это понятное дело, да, что это светское государство. Поэтому вот этим они зубы заговаривают, я заметил, там, насчет экономики, не переживайте, какая разница, как мы будем жить, 2-3 года поживем, 5 лет, 10 лет поживем, нас опять эти твари придут и все уничтожат, и все.
надо было задать вопрос, а за счет чего Катар такой богатый? Что он производит? Там, стиральные машины, автомобили, электромобили. Что они делают? Как Шабир? Нефть, духшворт. Из Дока да, никакого будущего. И нефть, газ там, да, было, что он Германия и Европа переходит на альтернативное топливо. Так что недолго им осталось шиковать. Шабагаш Гурдушин, это я вам точно говорю. Ваши глаза это еще увидят, как эти все нефтегазовые страны. Ну, в любом случае, нефть, им борьба с человечеством. В любом случае, столетия отцовла. Недалеко осталось вообще эти внутригорания двигатели, что он шхицарится, в каких-то системе был. Ёккаться есть технологии. Чьи был бешью. Да, эти арабы, они тоже не дураки, они сейчас переходят, там, туризм развивают, что-то они все это тоже понимают. Это единственное, вот наши дураки это никак не могут понять. Да, и вот у нас тига туризм развивать, и нефть тогда хшикеч, а он развивать, да, тига шейл, что культура, шедол, что образ жизни, цер аутентичный, цер шей инегюиз. Эй, вайн хайячи, вайх 10-го сорта араб шхул, вай итем шхачан далил, дудугдач, грузини сан, от кавказские народы сан дагайт, веш умцахул, веш чагарцахул, веш нехцахул, веш хицахул. Цул соунаха и беспорядок, и так суюкия туристца ох, так, просто интересно, да, склоен. Пародия юхуя, Ближневосток, Болшнах, Кавказе. Таким образом, дюня предлагать, да, дюня интересно, да, что мы гадисты вообще. И юка угорел проблем. Они из нас, бедных родственников, делают, вот, и тот же Азербайджан. Нет, дело не в этом, психиатр. Они все сделали, чтобы вот именно вот мы были такими целенаправленными, ёхач политик, понимаешь? Чтобы мы стали отсталым Афганистаном, вот примерно такие береж дохтодух, эйл ельях, ел гезери, сен ахкаш, в Ислама, в Россия, Руссия, да, закон хамлоиштам, это гезери, я говорю, и уж могу я рассказать. Это гушек, это конченый дебил, кто это не видит. Вэх Катаре уэдюл дельчи вешник шаек даяхан новый метаееш мы так вай вешник мич ховай тысячелетиями хайянил так масуаур ошлу тхоя дагайт еще и даяхан бевай Катаре мацалатики за мою yok проблем так Вай миту Катар вожа чи и совместимые ациши دبال هاي كوكاز مخيلر حوشل ششلك خدك شادل غلق قلق خيلخر تقراب لي شاغر تغاسون ишадик дух шундас, как вообще природные разные, природные условия разные, вообще менталитет вообще разный нахмадуй. Сан мекштен гоин мекшмадат. Вайлело дуалдач, цанна интересно мадатиум. Вай аддач культуру чуя церевой. Вай цапач халка ешхельчи, вай культура, вай отпач халк бух буя, вай Грузия генеон, гуда уре юхнах европейч киберш, так Батуми юх цер кухнею, цер виноду, так цер шей акцентю мотбюч. Так и можно сухому оштухчи, это интересно кам холцунах, туристна, приечна, юхшей концерт, шей культура, уйти дуня мелду, das лил и гуржи. Так через это заинтересовать поцархи згоу, хул отцар, арбош ах складывать даже хайсан рекламую, вот ищ тещу через культуру, кидек, вот и да я чултяха, кида. Экономически нефть шталат хайол шел хум юахкар доцук, когда научно развиваться векца дойт от исламу. А и хаяк и куакшкалавой деши цахилчи,
через культуру войдол, что вой паспорт вой яхсибатуй, вот цюнцан хорш дутхо, вот харду дюнен предлагать тештекал. Из вой цахилч, колшкала вой деши цахилч. Юх оздино войга вот научно развивать дойч цахилч. И вообще цаадам цахулхой. دين تاميا جو دينا تيش ولا وحنك تيش ولا اشغل بريشين اشغل هو ديلخ никогда в жизни ая цадин долом дуи таган цадяш долома цахулю хакон жиму жабердат вокла ишт каждый чин хукшма дуи религии из-за хуца вообще قيش измерение قيش أوصانا وسزدات يعني تعقي жизнь آخر دور شوندو نو إذا ديت تتصديش يدك شو على يلديش ناخنا نو قوتيش يا شو تصغيرش هاي دك شو هاي دين ليلديش هاي ماش دقاع هاي ناخنا نرمال نخلش يعني تيجا قطع أصوب الدق هاي قل شويش هما داتيز Хил диешдек дуа дючдек хулж дерник хидуцина. Хил диешдек за дуацина хулждек в итоге вообще хиник хулцин. Сега легенда Эльчин и религии Эльчин, ты как бы все религии объединил и им такое качество дал. Есть религии разные, мы, религию науки, ничего мешается, да? Саму почти мешается, да? А саму чего мешает, да? То есть от религии зависит, я шману. تسلا أدموش تعا ريليجي ساعة قد تدو أدموش شادق تسلا شاد человек وي تغم بريمان أدموس ليلوشماي أدموس презентировать яшмай أدم أعداد يحكش религия ما я сама по себе религии шаша цана хак юлш сам види как какое-то отдельное существовать мешмай обязательно сагин куарча существовать мешмай то есть они это неотделимые вещи то а религия эльч короче, как бы негативные гумды, коучи, религии, здешних, из на всех размазывать, да. Есть религии, которые науки не позволяют, сами вот идеологии не позволяют, как, например, коммунизм не позволяет частную собственность на средства производства, точно так же ислам не позволяет науку, то есть к идеологии позволяет, не знаю, буржуйская какая-то там идеология позволяет частную собственность на средства производства, а коммунизм не позволяет. Точно так же там, что буддизм позволяет, то ислам не позволяет. То есть нельзя говорить, что короче, чуть-чуть бехай, нет такой вещи, отдельной какой-то религии Олша, на которой мы можем все это размазывать. Есть идеологии, которые тормозят прогресс, есть идеологии, религиозные идеологии, которые не очень тормозят прогресс. То же самое и коммунистические государства, там, Северной Кореи, Советский, Сталинский, Советский Союз, и Китай, обязательно уступать западным технологиям, западной науке. Несмотря на то, что они превосходят вот эти исламские страны, то есть монархии, заливы, Северная Корея сравнить. Северная Корея ученый, Северная Корея тупой, компьютер, на дровах, машин, какой-то медицина, и хоть она 60-х годов и колхозная, но она все же научная медицина, доказательная. То есть вот в системе, ислам сделал, у них там есть какая-то наука. Но поскольку у них нет вот этого свободы творчества, капиталистической конкуренции, самое важное у них конкуренция, государство, плановая экономика, решает, что и все, ты уже и никого не интересует там, конкуренция. И конкуренция, и свободное общество, хоть угорч наук. Сега придумал материю бессмертия, первый искусственный интеллект, настоящий там General AI. Массом сега придумал, космос сега запустить, первый на Луну царь первый слетать, на Марс царь первый слетать. Потому что вот свободное общество поражает конкуренцию свободного ума, критического свободного ума. Более худшая система коммунистическая, она не порождает конкуренцию, но поскольку там религию дали по шапке, то там уже все-таки хоть какая-то наука будет. А худо-бедно атомную бомбу они соберут так, через 50 лет, через 100 лет. Короче, и в самом низу
Вот эта монархия залилась вместе с исламской идеологией, где вообще она гасит науку полностью. Поэтому там только одиночки ученые, которые преследовались властями были за все это время, за 1400 лет. Тесла, вот если взять, например, Турцию, да, которая страна по конституции демократическая, даже как бы, ну, следует заветам Ататюрка, то вот у них есть тоже нормальная медицина, более-менее, там производство текстиля, там, помидоров, там, всяких продуктов. Ну, вот если ты сравнишь страны, да, вот эти мусульманские, имеется в виду Бурсумнаш, чем больше вот эта страна, она политизирована, политисламизирована, да, вот от Турции, скажем так, да, которая полностью демократическая, несмотря на население в своем большинстве там мусульманское, и вот если с Афганистаном примерно мы сравним, да, или Сомали, там, ну, Афганистан, Халитан, например, более шарикатизированная, более политисламизированная. И вот ты можешь провести параллель, да, вот чем туда больше политисламизировано, то оно туда скатывается в обрыв, в яму куда-то. Чем государство демократизировано, то есть политика, религия отдельно от государства, там такое просматривается более уже процветающая, скажем так, система. Примерно, жимди, объяснение, я буду, примерно, та школа халоцкой, войнахчича, например. Школа халячи, от школа массу авор акцуна для научного развития благоприятных условий в республике Аялах, от хан школера за от хан школе при всех благоприятных условиях для развития науки. Хан школера Эзер так гол школера, таши инженер тако специалист в школе дикни гол шара и уже када дикду. А вот хинц кеч аур оэличи, вот от школа дюш нахбу, ну цер кёрча уже иду, цер хук диеша хук да под муллами хожен айбуш, от мулла респект намного соухерю, цу респектироваться и уважать во везеру, так кида цеют наук. Хотя просто цена вахвиешу и по жизни, да, отцу амодие, что он так и хихум цаам дало, и все равно от аур, от общей течения вецу, от аур да выгру волш, так где, вот кеч аур да выгру, что он цаам дало цинк, и проблем. Бяхмобилы, Tesla. Евро нахчу Tesla да ехали. Цунка хэтер да ешта по теме. Tesla, как бы ты по сегодняшней теме волчунах, как бы ты выводишь итог, скажем, подытожить даешь. Вот это, кого бы ты посоветовал нашему обществу из вот этой всей матрицы? Идиговский джамаат, Муахид, Закаевский джамаат, ВНС, там, Тузик, Абдурахмановский, ой, извиняюсь, замдиректор электросвязи Абдурахманов, Тумсо, там, его версию вот этих исламского государства, шариата, там, потом вот этих замдиректор Милшош, федеральный судья, семья, там, ихний шариат. Ну, вот эти вот все мины, которые нам разложили, я их так назову, да, вот эти вот все симулякры. Вот какому следовать ты как бы предложил бы, да, нашему обществу из всего этого? Или какое-то другое видение у тебя вот этой всей ситуации, что бы ты посоветовал от себя, например? Ибраим, на этот вопрос
Ты гораздо круче ответил бы, чем бы я. Рефлекторно даже в Чурчанах обсуждать всякие там шариатские группировки, которые популизмом занимаются, и шариат, дуй шариат, вишбуй, третий шариат, хоршбуй, бош. Не знаю, я не вижу пока никакой силы, она еще не появилась, не созрела, чтобы нормальный чеченский национальный интерес, как у других, турки за Турцию, албанцы за Албанию, там, сербы за Сербию, а чеченцы за Чечню пока появится за Чечению, чеченцы, бушбацах, за Палестину. Да, за Палестину будешь, за распространение ислама будешь, короче. Даже Генишон, просто Украина, где в этой Украине, например, есть турки, которые пытаются исламизировать украинцев. Вот будешь? Или, может, среди них есть китайцы, которые пытаются из украинцев буддистов сделать. То есть, и вот это, вы замечаете, насколько это нелепое поведение Украины, не какой-то, не союзников для Нохчи искать, для своих национальных интересов, а союзников для ислама искать и почитать союзников для Бен Салмана. То есть, на Бен Салмана болбе шухан, леах, целеах, иқиеч валях, полезный идиот валях, не понимает, теш валях, рилоштик. То есть, вроде бы там, албанец, хави, шик, ам презентировать, да, чи, албанский интерес, продвинутый, чи, шайн, пейт багерт, шруи, а войник, хатча, исламан пейт багерт. Каким образом исламан пейт бича, это нам как-то это из этого польского. Ну, Бен Салманин на хадж 5000 хирду, Бен Салманин пользует, это иджме, все это все, но нохчишин худирду этим, если ты кого-то заисламизируешь. Дело, вы совершенно в нелепой ситуации находиться здесь. Вы хулил до цахуш. То есть мы даже как-то что-то не то, все играют со своими командами, а мы, я не знаю, против самих себя, что ли, играем. Вы хулилу, что вообще, вы команде. То есть у нас даже команды нету на этом международном поле, чтобы за себя играть, чтобы себя презентировать. Ну ладно, там эти дома, они заложник будешь, по-русски будешь, теперь будешь просто заложник, а будет бег бил 99%, я очень бег бил. Ну нету, это как Советский Союз, модервы, и Казахстане выселить лишь модервы. Мы заложники, мы в оккупации. Кстати, не нужно называть их властями. Только несколько раз власти обращаются между собой, решают. Это не власти, это оккупационная администрация. Так сразу же отпадает вопрос, почему вы не обращаетесь к власти, потому что там это не власть, это оккупационная администрация. Да. Нормальный человек не будет обращаться. Это надо пресекать в эфире, подчеркивать, что власть, она как бы русская, да, а то, что у нас там, это оккупационная администрация, то есть коллаборанты международного языка. Обращаться с этим, нохчешь между собой решать. Это естественно для любого человека, который это услышит, это, ну да, а чего, они должны были, что ли, оккупационным администраторам обращаться, коллаборантам, он сразу же это поймет. А когда говоришь, ты власть, ты типа как бы признаешь, что это были власти. Нет, это не были власти. Вернее, не наши власти, они были руснявые власти, они власти русских, чужие власти были. Беркел, Тесла, евро, нохчу. Окей, И принято. Теслас, хош, ислам распространять дешли уж буэлч. А тогда Нильсон, и твой ногти считал качество юг. Значимых важность язык школы, значимых школы, результат яшвик, угорч о результат яшвик, да, так, церна и результат, ну чакарю, шеца, делан год яшвик, вот, делан год юш, делан ла хитя, шедол адам ла маштад ворду, леркшт яхли ла руху ахирду делан ла.
شيء كره تعون دول سنة ديلن أولي قوتن تقول أس ديلن غادي يدو الأريا تقوات سنكرش دمو نقودتيا سويش ديلن حقو عريشة ده شو ده أحقاق بوح قربات ديل صباح قطع رسلا بيتدين عطيا هيتك هي مغيرتا ده حكرا هم ديلن لا هيت يعمسر لا مشتيدو حين دل أولى أزناج مستردوات مغيرتا حكرا هم دوتي قيتا إدو واجني شكرا هم دوتي قيتا قيت شادك ديل كرا دوي قيت و إستن يش ولا و إستن قيتا هيتا كي رسلا بتدي حيقوق ديش حين ديل حدل حين قوش دلهم دات سوق دنيا نشو الدنيا بيعن قوش هم دات أتشو أرين تيرو تديش حيقوق ديش حين حيل الإنسترومنت ثاني دليلا دايحكا إمريكا بيسي حين كرتشر وواحد هم رشات ديش قيتا هم إدر قصر قناغي Башкал нюх гарвай соотечественник жбую тоже общественности. Обчур подстрекает жбуй угрочешь ах будет ах разно шу подстрекает бешу хузах примерно и русский умный штат уж как-то дали хузах европейские системы ах шер бешхуз хавич штат европейчен белла белш وهنادي شاز هنادي شيشان تخبيناي أول شاز ده عشان هنادي نقدنا بوش يدوش دلهم نشات يعشتاش أخيتي كيف يشي هم نش ديتين تغن هراز نتات بروكاتر يوكوش واحد угроз ну и что центр это way короче улклет стиля уже местный правоохранительный орган да подстрекательство человек состав преступления, это обвал бирбу. Просто общество ищешь, их модет лордус он петух. Инсгойш у нас Франция, гражданство, хаехин, сурсайди да то шу. Ще нормально, куза да теруэл, ще оман пайдахульш, ще моста велухуш, ще нохче оман пайда беш, такаяне еш. Куза, гулк да ишел шел, ще должен предрасположены дальше куза. Ще должен цанна незаконно уэцерис. Ще йолгар институт, ще не ашайланер, мелдол в правовом плане, вой гулк эйген лилда ишер, дица ишел, шлер, вой гулк антолият, да. Кунда цанна юкайцараш общественно гуман ши улка да шиена ши юхершен ши дергеншен пайдахуш дава ишол шол стега абсолютно смысл очень вербовщик швуй русского международного исламского терроризма царь подстрекает бин да там бохол бех беш бу бех датес лиеш беш бу сурсайд датес лиеш беш бу хотя бы дичь явный кузабол идеолог швирбовщик шуштиг дакеч тига медаль герой России Ахмад Хаджи Кадыр медаль чайгел нормально даурол шу даба мектик шу куза разные преступления шли один тига звание шел бет погонщик хиси просто рядовой аудал дебилизировать бин был на обои полезно идеологичным куза лил швол шуна та тигалет шум дачун эти буинца ну и хуй из короче там да хватен это свибелли короче и сурсад цангаш тигалилар душу бет или цана Украина копчу да чула что душу пушечный мясо русский цундел от сумантия халуха де бет от нера ихат за дойч от подстрекает за дойч وي تقام خل وي غول خزاشة يوم حيلا نشوفه وي نرمال أو در دنيا قيتش أو وي ويش غول خليل دوي تابو فانتастически هم نشي абсолютно испальца высосаден وين حيوقت ويشتغل هم نشي وشاش دول شادك هديتن خز
ووشع دقا ديو شون اشتريت هالهوكو زائدو خزر بلشات كاينا شون شادق دينا خزوي تا سكردني رو تصدق يتقام خلين بعد تان كروتش يتو بيتو ده تان دقا ويتسي هوكو или هم да ца просто шагул хадеш хо манзи цадеш хо ц цаё хич хайтана каян нам да тару хиролш хух та пайда хирболш хо ман иш хотя бы ца шайн пайда иди хадер короче да что обращение эфир там минут тисновой машт а езжу что Они наши шаре. Чунти тахан халқыш бол ой молодежи логдерсон аз дал элду хадени нана хомит авета элсман хигят элбош аз اتر ديشنا مسار اولشلو تخن هو حتى بينو سجن زومي مخل از دولشلو قوم شيد علي لچانا خدوهم ده إبراهيم فجم يحيى يشوف فيروس فجم يحيى بس هر وقت اخ ساتوریو هر ویدیو ساتا این یو تاشت جمدال شيخ يروه اشتاق يوتيوب زريتل شي عادي كوه ده فيها بيركتيو ما شوي